Всем привет! Начну с признания. Все эти годы, что Россию сначала из телевизора, а потом отовсюду облучали пропагандой, это вызывало у меня не столько страх, сколько улыбку. Эфиры Соловьева и его друзей были смешными, иногда очень интересными с точки зрения антропологии, но все сравнения с Геббельсом казались преувеличением и алармизмом. Когда Россия начала вторжение в Украину, я понял, что сильно ошибался. Пропаганда — главное топливо этой войны и основная причина, почему столько людей эту войну поддерживает. В этом выпуске мы встретились с теми, кто давно исследует пропаганду и разоблачает ее фейки. Это Маша Бурзунова, автор и ведущая программы Fake News. Это Илья Шипелин, который работал в Fake News, а сейчас у него своя программа «Зомбоящик». Это Антон Пикули, который вообще-то киноблогер и человек из юмора, но сейчас обозревает российский телевизор. Мы встретились с ними и попробовали понять, как именно пропаганде удалось добиться таких результатов. Если среди ваших близких есть те, кто за войну, возможно, это видео стоит посмотреть вместе. Вперед! Маша, мы много лет смеялись над российской пропагандой, но в 2022 году есть ощущение, что мы делали это напрасно. Потому что вся та кровь, которая льется в 2022 году, кажется, была бы невозможна без этой пропаганды. Ты всегда понимала, что у нее есть такая мощь и от нее исходят такие риски? Нет, потому что я тоже над ней смеялась. Ну, то есть, Киселев снова сказал про радиоактивный пепел. Очень смешно. И в целом программа Fake News же, она была такой ироничной. То есть мы всегда шутили над ними и, очевидно, не понимали, что это серьезно так действует. И то, что на протяжении 8 лет, я веду программу Fake News 4 года, постоянно я видела фоном, что в ток-шоу обсуждается Украина, и мы постоянно между собой обсуждали, там опять обсуждают Украину. Вроде же ничего не произошло, чего они обсуждают Украину? Теперь мы понимаем, почему они обсуждали Украину все это время. И смеялись мы зря, и понятно, что я знала, что пропаганда работает на личном опыте, потому что у меня есть близкие люди, которые подвержены пропаганде, которые верят в это. И когда я с ними общалась, я понимала, что это работает. Но что это работает так массово, я не знала. Прежде всего, хочу вам, если уже говорить об истории, то хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков. Россию нельзя победить. Ее можно только развалить изнутри. А откуда взялась вот эта цитата? Боюсь, у нее один источник. Фонд выдуманных цитат Отто фон Бисмарка. Давай сразу еще уточним. Ты живешь в Вильнюсе, но в Берлине мы встретились, потому что у тебя короткие каникулы, поэтому мы прилетели к тебе сюда, и потому что почему не пройтись мимо вот этого замечательного здания? Мы с тобой за углом у Министерства пропаганды Германии. То есть, по сути, вот там находился офис Геббельса. Да. Конкретно там снимать не очень удобно, поэтому мы здесь заняли место. Что это за здание? От него остался совсем небольшой кусочек, потому что здесь, как сказали бы нынешние военкоры российские, поработали бомбардировщики, и вот фасадной части здания не осталось. Есть небольшая боковушка, которую теперь переделали в Министерство труда, нынешний ФРГ. И там находилось Министерство просвещения и пропаганды. И, кстати говоря, это тоже очень важный момент, когда режим уходит от авторитарного к тоталитарному, пропаганда, она соединяет в себе все, и школа,
и СМИ, и разговоры на работах, собрания, они должны быть подчинены одной идее, а мы находимся, и Российская Федерация, вот на этом пороге, когда авторитарный режим переходит к тоталитарному, видимо. Отличие заключается в том, что в авторитарном режиме общество демобилизовано, как это созвучно с нынешними событиями. Человека требуется не вовлекаться в политику ни в коем случае. Для того, чтобы чиновники, партия власти, они занимались своими делами, грабили страну, что угодно. А тоталитарный режим, он предполагает, что люди, наоборот, должны быть супер вовлечены, но они должны быть подчинены одной идее, они должны... их можно тягать на любые труды и разные всякие штуки, да. Это вот мой любимый тип фейков сейчас на этой войне. Потому что российские госканалы постоянно пытаются в репортажах разгонять историю про секретные документы. Там, допустим, пару недель назад у Киселева был репортаж, где корреспондент Николай Долгачев сказал, что вот, и чем больше захватываются территории, чем дальше идет российская армия, тем больше в руки нам попадает секретных документов. К примеру, вот вам план, как на Беларусь и Россию готовилось нападение. И он показывает карту, где стрелочки, он там описывает, как почему-то она на русском. Как бы что тоже вызывает вопросы, почему карта, которую нашли якобы там, да, план НАТО, нападение на Россию и Беларусь на русском языке. И я смотрю на нее, и я понимаю, что, блин, это точно какая-то, ну, то есть это 100% есть в интернете. Короче, выяснилось, что эта карта из материала 2009 года какого-то военного аналитика российского, в смысле журналиста, какого-то военного обозревателя, который там строил версии, как дальше могут развиваться отношения там, России и НАТО. И просто вот там они так окартинили эту статью. На «Россия-1» это показали как реальный план нападения. Секретный материал. Секретный материал. И там сидит, самое главное, что там сидит, ладно, Николай Долгачев, окей, но там сидит такой большой дядя, типа ФСБшник, в балаклаве, написано просто «сотрудник ФСБ», что-то такое. И говорит, вот, и мы нашли документы. И реально все это затирает. Мы должны тут сразу с тобой оговориться, сказать нашим зрителям, кто не знает про это, про так называемый закон Годвина. Это такой интернет-закон гласный. Он появился в форумах начала 90-х годов в Америке, когда Майк Годвин, такой спорщик в интернете, когда интернет был там очень маленький, очень сегментированный такой, он придумал такое правило, которое следовало из всех дискуссий, споров, которые он провел в интернете. Любая дискуссия, пока она идет, она с очень большой вероятностью в процессе спора придет к тому, что кто-то начнет сравнивать либо тебя, либо предмет, который вы спорите, с фашистской Германией, с Гитлером и со Второй мировой войной, потому что это какой-то абсолют зла, который все принимают, и все понимают его. Поэтому не случайно, допустим, даже в современной Америке сторонники Байдена, они сравнивают Трампа с Гитлером. Сторонники Трампа, они сравнивают Байдена с Гитлером, потому что все это принимают, но по закону Годвина, как ты только что сравниваешь с Гитлером, ты проигрываешь в этом споре, потому что это самый простой ход, и он исходит из того, что у тебя не хватает фантазии или знаний для того, чтобы сравнить предмет обсуждения с чем-то другим. И поэтому ты сразу переходишь на самый главный козырь, а он является... Запрещенным? Он запрещен, да. Но при этом такая же штука кроется и в авторитарных режимах, потому что все они, конечно, не являются гитлеровскими или геббельсовскими, но они все стремятся. Насколько ему удается достичь этого уровня? На 5%, на 10%, на 95% — это другой вопрос. Но так или иначе, поэтому сравнивать, я думаю, можно. Но про Годвина смешная история. Этот чувак недавно появился в интернете. Не поверишь? В марте выложили какую-то очередную речь Путина с английскими субтитрами, и он сам появился в комментариях и написал: «Вы не поверите, кого этот парень мне напоминает. Годвин нарушил закон Годвина». Очень коварный мост, хочется крутить головой.
по кругу. Ну, слева, ух, справа, ах. А надо смотреть прямо. Это новый эпизод нашего совместного сериала Surfshark про самые необычные границы государств. И за моей спиной Эресундский мост, который соединяет Швецию и Данию. Вот там находится город Мальмё, третий по величине город Швеции, а вон на том берегу уже Копенгаген, датская столица. Самая красивая визуальная часть — это начало моста с датской стороны. Он начинается из туннеля, то есть как будто появляется из-под воды. Это очень красиво. Он был открыт в 2000 году. Путь занимает 30 минут. А чтобы свободно пересекать все искусственные ограничения и границы в интернете, достаточно всего за пару минут скачать Surfshark. И после этого все сайты и приложения, заблокированные из-за цензуры, снова будут доступны в вашем телефоне. И не только в телефоне. Одну подписку на Surfshark можно использовать на неограниченном количестве устройств. Поэтому снова напомним, установите Surfshark своим родителям. Еще Surfshark очень полезен, когда вы пользуетесь общедоступными Wi-Fi сетями. VPN шифрует ваши данные. А чтобы еще лучше защитить подключение, здесь используется функция мульти-хоп. То есть подключение происходит сразу через 2 VPN-сервера, усиливая конфиденциальность и безопасность. Ну и напомню еще пару полезных функций, которые здесь есть. Clean Web блокирует более миллиона известных вредоносных сайтов и методов фишинга. А специальная функция блокировки всплывающих окон о файлах куки уберегает от назойливых пуш-уведомлений на эту тему. Если вы все еще не установили Surfshark, исправить это можно по ссылке в описании. А если ввести промокод Юрий, то получите скидку 83% и 3 месяца в подарок. Переходим по ссылке в описании, скачиваем и наслаждаемся свободным интернетом без границ. Ты смотришь что-то у Антона Пикули? Да, Что думаешь? классный стендапер. То есть я не могу сказать, что... Ну, он не журналист, вот, но мне... То есть Маша, она в этом смысле как раз с другой закалки, вот, потому что мне интересно смотреть на ее фактуру, что она насобирает. А Пикули, он мастер по юмору, и в этом он прикольный. Не будь машиной для убийств, дома посиди, подумай и поберегись. Но не по прописке, обязательно селись. Может, хоть тогда мальчишки смогут пережить. Как быть, если не успел свалить? Не будь машиной для убийств, дома посиди, подумай и поберегись. До этой войны тебя мало кто знал. Хотя ты на Ютубе уже 50 лет. 50 лет, больше 10. Главная вещь, которой ты занимался до этого, это были музыкальные пародии и обзоры на кино. Да. При этом ты всегда интересовался политикой, как ты это вставлял в свои и обзоры, и в музыкальные видосы. Но конкретно заниматься этим ты стал сначала на Навальный Лайв, как ведущий, а потом уже после начала войны ты стал делать обзоры пропаганды. Я все правильно пересказал? Все верно. Ты из Челябинской области, из города Копейск. Да. Так классно слышать, как у Юрия Дудя произносится название моего родного города. Привет, Копейск! Как вы? Как дела? Про Копейск есть несколько фактов. Ну, во-первых, ты же в курсе этого перформанса газеты «Копейский рабочий»? Да. Да, я тогда себе сказал, однажды я прославлю Копейск хотя бы на таком же уровне, как и эти люди. Второй факт про Копейск. Ее называют Всиновской столицей России. Как это сказывается на... Офигенно. Мой поселок, там, если копнуть глубже, то Копейск — это второй уровень распространения людей, где я был. Первый уровень — это еще меньшее количество людей. Это поселок железнодорожный под Копейском. Оригинально я вообще там. То есть это вот идет Челябинск,
потом Копейск, и потом мой железнодорожный поселок, который находился рядом с зоной, и до сих пор находится. Там рядом тюрьма, и это офигенно в плане, что половина поселка сидела, половина поселка собиралась сидеть, ну, в моем возрасте, когда я был маленький. Сейчас, возможно, там уже все изменилось. И это просто входит в жизнь всего поселка в плане, что ты просыпаешься утром от того, что слышишь, как через 2 дома, через тюремную стену зэки делают зарядку под кто проживает на дне океана? Спанч Боб, Сквэрпенс. Их типа заставляют под это, и они такие всем строем маршируют, видимо, там. Про Спанч Боба не шутка? Нет, это не шутка. А собирались сидеть, но просто потому, что все баллотовали, да? Да, супер гопническая такая среда, где все ауешным понятиям, в общем, уважают арестантский уклад и прочее. И я всегда, мне тошнило от этого. Самое интересное. Первая моя работа в Москве, она связана с маленькой фабрикой троллей. Я переехал в Москву в 2010 году. Был концерт U2, я купил билет на этот концерт и остался. И, ну да, я каким-то копирайтерством, еще чем-то занимался, но это было фрилансом. А первая работа, куда меня взяли, просто я рассылал резюме по HeadHunter, человек, который учился на историка в Омске, у которого нет какого-то журналистского релевантного опыта, кому он нахрен нужен в этом городе. И меня взяли в компанию, первую, когда я устроился, это была компания Тина Канделаки, Апостол Медиа. И это была работа СММ. Собственно, нужно было писать посты заказные для блогеров, когда ты притворяешься, будто бы от твоего лица... Ну, первая нативная реклама, так это назовем, которая существовала в то время в стране в ЖЖ. Соответственно, сочинялись посты от какого-то человека, как будто с ним произошла какая-то история и рекламировалась какая-то дерьмовая обувь или еще что-то. И работа в комментариях в YouTube первая, когда там есть 20 аккаунтов, и ты под этими, соответственно, роликами, которые выпускает компания Apostle Media, пишешь комментарии, какая-то классная обувь. Вот. Ну, то есть там ничего политического не было, но вот 2 месяца моя первая работа в Москве, это была вот такая хуета. Из самых забавных таких вещей мы защищали репутацию Тины Канделаки, потому что это тоже был бренд, и с ней постоянно происходили какие-то события, то она письмо какое-то идиотское подписала в честь того, что Ходорковский должен сидеть, и на нее весь интернет сагрился, и ты должен приходить в комментарии и отвечать. То есть у тебя был просто пароль и логин от 20 разных аккаунтов? Там даже больше, наверное, их было. И со мной еще несколько человек сидели, которые вот этим же занимались, то есть писали. Ты придумал им каким-то личности, как Светлана Богачева, прогремевшая в интернете пароль? Там как раз пистоны вставляли за это, потому что одни аккаунты, то ли у меня, то ли у каких-то из коллег, они, соответственно, то мужским голосом говорили, то женским, то есть, ну, то есть как бы окончание менялось. Поэтому, нет, это как бардак все было устроено, конечно же. Ну, как водится в таких организациях все через жопу. И я тоже эту работу делал максимально так же спустя рукава. Это был 2014 год, да. Нам в вышку позвонили как-то, я не помню кому, если честно. Ну, то есть «Дождь», когда отключили из кабеля, и когда «Дождь» ушел под подписку, я не помню, кому конкретно позвонили. В общем, попросили помочь студентов, там, неравнодушных, условно, кто хочет, если вдруг кто-то хочет. Я это узнала от своих однокурсников. Я говорю, ой, блин, я хочу. И я пришла на «Дождь», на ресепшн, и мы сидели там втроем, плюс девушка, которая работала на ресепшене, и телефоны реально не замолкали. То есть ты брал трубку, объяснял, да, tvrain.ru, заходите, и там объясняешь, как теперь смотреть «Дождь» людям, потому что люди звонили каждые 5 минут и спрашивали, у меня пропал «Дождь» из кабеля, где мне вас смотреть? И вот лежит 3 телефона, и ты только кладешь трубку, он звонит заново, ты снова, да, здравствуйте, это телеканал «Дождь». И это произвело на меня очень мощное впечатление. Что именно? Что люди так переживают и так хотят там смотреть «Дождь», что они просто обрывают телефоны. То есть там звонили очень разные люди. Там звонили молодые ребята, звонили пожилые люди, там, я не знаю, из разных городов России, которые там говорили, что вот я не очень вообще понимаю, как этим пользоваться, как пользоваться интернетом, пожалуйста, можете мне поэтапно прям разложить. И меня это впечатляло, что у «Дождя», во-первых, такая аудитория, во-вторых, такие преданные зрители.
что они хотят смотреть именно «Дождь». И самая тупая история, связанная с этим, короче, Тина Канделаки ошиблась, и смс-ку, которую ей отправил корреспондент «Радио Свобода», она запостила свой твиттер. Я не знаю, в каком она была состоянии вообще. Она подумала, что ее взломали. Потому что ей пришла смс-ка, она ее опубликовала в своем твиттере. То есть к ней обращается Мумин Шакиров, такой автор был. Тина Канделаки, вот вам нужно выйти как-то из этого положения, я прошу вас там объясниться, дать интервью по поводу этого письма против Ходорковского, еще что-то такое. Она опубликовала это и увидела это у себя в Твиттере, не поняла, как появилось это сообщение, и подумала, что ее взломали. И написала пост о том, что, значит, вот методы американского радио «Свободы» меня ломают, и ее нужно было в течение 3 часов защищать в интернете, пока не разобрались, что она просто с дуру опубликовала сообщение, которое ей пришло. Я немножко путанно объясняю, но это настолько дебильная история, что в нее и сложно поверить, и, блядь, как это вообще бывает. Но, в общем, мы 3 часа шпарили комментарии для того, чтобы ее защитить, а потом нам сказали... да, нас тоже накачивали, типа, вот, блин, эти ЦРУшники, они опять какую-то херню там устроили. И потом нам сказали, сделайте вид, что ничего не было. Все, мы сами облажались, удалили эти сообщения, ее заявление. Сделать вид, что ничего не было, это же метод, который власть, в том числе, взяла на заметку. Всегда используют. Разумеется. Я сразу понимал, что это будет совсем другое шоу, потому что они-то все журналисты профессиональные, у них образование есть, они умные люди, которые разбираются во всяких вещах, а я просто чувак из народа, который комик, и по идее я бы всем этим вообще не занимался. Поэтому, мне кажется, в этом такой вайб и создается, потому что я на ходу все новое изучаю, на ходу сам вместе со зрителями погружаюсь в это говно. Типа я еще полгода назад половину не знал из хитросплетений российской пропаганды, и политики и всякого говна. Пропаганда и российская действительность — это как сетап в моей комедии. То есть цель просто дать людям не сойти с ума. И самому себе не сойти с ума. И как-то пытаться самореализоваться во времена, когда шутить о чем-то другом вообще невозможно. Причем это трясет оружием гражданин Израиля. Когда-то Яков Кедми был Яковом Казаковым и буквально сбежал от срочной службы в армии из России в Израиль. Отказался от советского гражданства, потому что считал себя израильтянином и даже голодал в Нью-Йорке перед зданием ООН, протестуя против СССР, который не выпускал его родственников страны. В Израиле Яков Казаков стал Яковом Кедми, сделал неплохую карьеру, но как только карьера закатилась, стал работать подпевалой на эфирах у Соловьева. Популяризировать войну в России и кричать, как мы всем наваляем. Разумеется, ни ему, ни его родственникам в этом участвовать не придется. А где они будут? Это роскошно. Идите. А вы там? Нет. А где? Я в Израиле. Давай я тебе расскажу вообще, как это все дело появилось. И это же будет пример одного из самых тупых и грандиозных одновременно фейков. То есть он малозначителен, но тем не менее парадоксален, поэтому и стоит нашего внимания. Значит, это, наверное, год был 2016 или 2017. На ТАССе и на РТ вышла статья и видео о том, что в Нью-Йорке в честь дня рождения Путина поклонники, а в Америке, следовательно, делается вывод, очень много поклонников Путина, в одном из кафе сделали гигантский бургер, который весит 1952 грамма. Почему? Потому что 1952 год рождения Путина. И это видит нынешний редактор «Медузы» Алексей Ковалев. И он сразу же понимает, что здесь ложь. Как он это понимает? Каким образом? Как ты думаешь? Любой человек, который смотрел «Криминальное чтиво», он может догадаться, в чем проблема. Там такой диалог. Ты знаешь, как они называют в Париже четвертьфунтовый чизбургер? Королевский чизбургер, Royal чизбургер, потому что там метрическая система, у них нет фунтов. Поэтому это точно какая-то лажа.
Ковалев, соответственно, начинает копать эту историю. Ну, то есть она, на самом деле, такая проходная. Ты просто видишь кучу этих заголовков, их перепащивают все российские СМИ, я не знаю, Лента.ру, Газета.ру, что угодно. И ты видишь это в Яндекс.Новостях. Это становится одной из главных новостей, она в топе висит, потому что ее все новостные агрегаторы перепостили. Он звонит в этот кафе. Оказывается, что там нет такого бургера в меню. Дальше он раскручивает эту историю, и выясняется, что девушка, которая там работала, она вступила в какую-то договорную сделку с ТАССом и Rush Today и сняла ролик, как будто бы там сделали вот этот бургер. Ну, то есть они просто заказали самый большой бургер, который есть, написали заметку о том, что это в честь Путина он сделан. Ну, в общем, Ковалев это все проверил, и тогда на «Дожде» появилась идея, то есть благодаря Ковалеву, который это все раскрутил, давайте каждую новость так проверять. Давайте будем искать источники там, где это не требуется, потому что новость о том, что в честь Путина сделали какой-то бургер или кесадилью, она не влияет никак на твою жизнь, но при этом, если они врут даже в таких вещах, может быть, это вранье распространяется на что угодно. Давайте искать первоисточники и рассказывать про это. Ну, в общем, вот так появилась идея сделать программу Fake News. Ее начала делать сначала Мария Жолобова. Вот она сидела в новостях за столом и пересказывала какие-то вещи, которые она разобрала. А потом мы сделали из этого некое шоу. Это все помогал делать нынешний, кажется, он работает у Ксении Собчак, Влад Пушкарев, режиссером. Вот, и сделали такой, как это называется, инфотеймент, вот модное слово из того времени, и даже из поза того времени. Ты можешь компактно и структурированно рассказать, как вы это готовите? Я сажусь в воскресенье вечером или в понедельник. Сейчас это все сложнее, на самом деле, выглядит, чем в Москве, потому что, например, здесь, в Латвии, все эти сайты заблокированы. Ты их не можешь открыть без VPN. Я впервые увидел, что в Телеграме некоторых стран может быть заблокирован Телеграм-канал. Да, вот тут РТ заблокирован так, то есть я не могу посмотреть, что пишет РТ на русском, что мне очень не нравится, правда, потому что мне надо смотреть, что они пишут. И, собственно, плюс их всех сейчас удалили из Ютуба, что тоже ужасно сказывается на подготовке программы, потому что я сейчас сажусь, я выкачиваю прям с сайтов, там, Смотрим.ру, с НТВшного, с Первого канала, выкачиваю итоговые программы, ток-шоу, а потом сажусь их смотреть. Сколько это занимает? Дня 4, наверное. Ну вот смотри, понедельник, вторник я смотрю, в среду с утра я пишу сценарий, записываюсь, в четверг я там дополняю что-то в сценарии, потому что как-то обновляется информация, что-то появляется новое. Я дописываю как-то сценарий, вставляю там нужные куски, которые не успела прописать. Ну и вот как-то так. Одна из главных эмоций, которая была у меня, когда я, готовясь к нашим встречам, смотрел, то, как, вот если представить как бы уровень ненависти во мне и злости, как ртуть в градуснике, как она поднимается, когда ты это смотришь. Ну, прям невероятно. При том, что мне кажется, что я вроде умею себя контролировать, но нет. А что происходит с твоим градусником злости и всего остального, когда ты это готовишь? Вот эти 4 дня, пока ты готовишь программу. Но это, кстати, отчасти же так и работает. Пропаганда же, она как раз на эмоцию должна воздействовать, в том числе. Поэтому понятно, почему эти такие эмоции возникают. И у меня тоже, я тот человек, который разговаривает с телевизором. Реально, я когда жила с соседкой, я помню, что я отсматривала интервью Лукашенко и Аскерзаде. И поскольку события в Беларуси очень сильно отразились в целом на том, что происходит в моей жизни. Знаменитое интервью с собачкой, блинами и сыном. Да, и я как-то там ругалась, просто меня дико бесило вообще то, что они говорят. И у меня все, кто заглядывает, такая, понятно, программу Fake News готовят, окей, вот, все понятно. Ну, то есть, да, я тоже очень эмоционально это воспринимаю, очень часто. Но просто я стараюсь сделать так, чтобы эти эмоции, они остались у меня при просмотре вот один на один с компьютером, а не когда я пишу текст. Потому что если еще я в своем тексте буду такой, как бы, да, эмоциональный и кричать «Людоеды!»,
то я понимаю, что зритель просто сойдет с ума. Он так сходит с ума, потому что у меня там вставки с Соловьевым, с Киселевым и так далее. Тут еще я буду не совсем уравновешенной. Ты переехал в Питер потом на какое-то время. Потом ты работал на Навальный лайв. А уехать тебе пришлось, когда Фонд борьбы с коррупцией признали экстремистской организацией. Да, ну когда еще только сказали, что собираются признавать, и мы поняли, что уже нельзя оставаться, потому что в любом случае что-то будет за это. Типа им насрать на то, что был ли ты раньше, до сих пор ли ты действующий сотрудник, являлся ли ты когда-то действующим сотрудником. Если ты был в Навальный лайв, они бы пришли, доебались до родителей, там, до тебя, до... не знаю, по местам работы там ходили. Короче, понял, что нельзя оставаться, и решил переехать. Я же правильно понимаю, что те, кто не уехал, но ушел, их это не обезопасило, и Лилия Чанышева до сих пор в СИЗО именно по этому делу? Ну и многие еще чуваки. Самый драматичный момент — это то, что ты переехал не один, ты переехал с женой, которая... Тогда она еще не была моей женой. С девушкой, да. А сейчас она твоя жена, и я так понимаю, этот переезд ей просто вот через колено поломал карьеру. Да, она педиатр, она училась 6 лет на врача в России, и все эти 6 лет я ей намекал, что, возможно, это не очень хорошая идея, но она типа с детства была на это настроена. И потом, когда встал выбор, мы уезжаем или она остается, она поддержала меня, за что я ей супер благодарен. Люблю свою жену, Анютку. Грустный русский взгляд ты не спутаешь ни с чем. Грустный русский взгляд, взгляд не сломанных систем. Грустный русский взгляд видит грустный русский мир. Грустный русский взгляд. Блин, слушай, а здесь переучиваться даже Здесь, больше 6 здесь, лет. по-моему, даже еще больше 6 лет переучиваться. Что это? Это, кажется, Аня пришла, чтобы зацензурировать некоторые версии истории, чтобы я не рассказывал. Ну вот, ладно, я не буду тогда это рассказывать. Еще больше нужно, по-моему, лет здесь переучиваться. С российским медицинским дипломом здесь нельзя работать. Так что это чисто жизнь с нуля, и это полный... Блин, это очень драматично. Просто я вот как раз то, что в этой эмиграции российской будет огромное количество там драматичных историй и трагичных в том числе, но вот это, конечно, простить невозможно, что люди нашего поколения учились на такой нужной работе, как педиатр. Учились, во-первых, на нужной работе, во-вторых, сука, все эти невзгоды на себе проживая, ужасное образование, хуёво обучают, нихуя там нету никаких инструментов, ни лабораторий, ни практики, все полное говно, но люди все равно стараются и учатся нахуй 6 лет, чтобы потом еще и Путин им сказал: кстати, все, кто не съебал вовремя из России, медики в том числе, вы военнообязанные, го умирать. Одна из первых мотивировок, почему Россия вторглась в Украину, была денацификация. Есть ли в Украине нацисты? Конечно, есть. И в России они есть. В этом проблема. Это тоже один из принципов работы пропаганды — это смещение фокуса. Когда я, кстати, присутствовал на лекции Дмитрия Киселева однажды в жизни, мастер-класс, и он рассказывал, по крайней мере, он говорил на моем примере, потому что он меня специально пригласил, я тогда работал в издании «Слон.ру», я пришел на пресс-конференцию, где он был, и он сказал: я с вами не хочу разговаривать, приходите на мой мастер-класс. Я вам там расскажу, значит, что и как выглядит, что и как почему. И я появился, и я опоздал, разумеется, на 3 минуты, и он сказал: так, вот смотрите, это человек из либерального издания, на его примере я покажу, как работает пропаганда. И он начал рассказывать: вот смотрите, как они действуют, и это вообще ко мне никаким образом не относилось, но так или иначе аудиторию он уже нацелил на меня. Вот какие признаки и вы можете заметить у травы, которая растет у дома? Вот нормальный человек скажет: она... Зеленая. Она зеленая. Какие еще признаки можно сказать? И Киселев говорит: а можно сказать, что она плоская и она острая? И мы будем, если мы занимаемся пропагандой,
и показывает он на меня, то мы будем рассказывать вот про эти принципы, которые являются не главными, но исходя из... бесспорными. Бесспорными, да. Но исходя из того, что она острая, мы можем рассказать, что она опасная, например, эта трава. То есть от нее можно порезаться. И в 2014 году произошла, в 2013-2014 году, когда вот эта вся катавасия с Украиной заварилась, произошла та же самая ситуация, когда по телевизору каждый день рассказывали про националистов из правого сектора. Такой популярностью на телеканалах ни один украинский политик не пользовался. В итоге на выборах, которые прошли парламентские в Украине в 2014 году, они набрали меньше 1%. Но им было посвящено 50% времени, и чем больше про них рассказывали по телевизору, тем больше люди в это верили в России, тем больше они накачивались злостью. Посмотрите, это же украинцы все наверняка такие. Они всех этих москаляк на геляку хотят. И в Украине, когда видели эти настроения нарастающие, тоже социалистические на самом деле, потому что вот это противостояние, оно ведет к тому, что ксенофобия растет и у вас, и у людей, про которых вы рассказываете. И, соответственно, и там больше еще националистические настроения выросли. Когда началась война, это в этом смысле еще больше можно оправдать. Но благодаря тому, что в Украине есть, допустим, 1000 или там несколько тысяч на 40-миллионную страну националистов, только их можно показывать по телевизору и говорить, что вся Украина такая, и поэтому она достойна того, чтобы ее города разбомбить, уничтожить энергостанции, погрузить страну в каменный век и поквитаться с этим народом. Почему ты уехал из России? Ну, потому что появились риски определенные. 24 февраля, когда началась война, так или иначе было понятно, что рано или поздно все медиа независимые закроют. И что всех заставят, всех попытаются выдавить. А тех, кто не выдавится, посадят. Очень много споров было у меня в голове, надо уезжать или надо оставаться. Я не знаю, правильно я поступила или нет. В какой-то момент сигналы о том, что надо уезжать, это еще до блокировки, усилились. То есть прям конкретно мне писали люди там с источниками, что Маша, надо. Ну, то есть в первые дни рассылались письма счастья от Роскомнадзора, что вы можете цитировать только официальные источники российские. Это было невозможно просто. Потому что официальные, то, что говорили официальные российские источники, не соответствовали действительности. И была плюс украинская сторона, которую, конечно же, мы тоже озвучивали. Было понятно, что вот они порассылают эти письма счастья, а потом что-то произойдет. Потом мы выпустили одно из первых интервью, кстати, про фейки. Выпустили интервью с отцом российского военнопленного, которого взяли в плен в Украине в один из первых дней. Фотография, стоят два молодых парня в военной форме. На России-24 сказали, что это фейк, и это не российские военные. Лента.ру, по-моему, написали новость, что украинцы распространяют фейк, а фотографию выложили украинские военные, собственно, ВСУ. Лента.ру, по-моему, написала, что украинцы там распространяют фейки о российских военных, фотографию двух этих парней. И что самое мерзкое было для меня, что там они цитировали какой-то телеграм-канал, в котором эта фотография, видимо, обсуждалась. Там в таком-то телеграм-канале шутят. Ну, посмотрите на них, какие они российские военные. Это же какие-то бомжи переодетые. И я просто смотрю на это, и мне реально очень мерзко. Потому что это действительно военные. Потому что это действительно российские военные. Потому что я нашла их в соцсети, и я вижу, что они реально военные. Потому что я встретилась с отцом одного из них, и он мне рассказывает, как этот 20-летний парень оказался на войне. Что он был на тех самых учениях. Что 23-го вечером он там из маленького города, я не помню из какого, да, и понятно, что там
как и во многих небольших российских городах, единственный твой путь — это в армию, заключить контракт. И он заключил контракт не так давно. И, понимаешь, и вот на Госканале показывают фотографию российских военных, молодых парней, которые, черт пойми, как там оказались, и говорят, это фейк. В одном из главных там интернет-СМИ шутят над тем, что это бомжи переодетые. При этом я встречаюсь с этим отцом, и он мне говорит, какого черта моего сына, как пушечное мясо, отправили туда. На следующий день мне начали писать, не конкретно про меня, а просто начали писать, что вот принято политическое решение сажать там журналистов, и Дождя это касается прям напрямую. Интервью очень там сильно разошлось. Это было одно из первых интервью именно с родственниками российских военнослужащих, которые оказались в плену. А Минобороны не говорили, что есть пленные. Я начала думать, так, ну типа, что может быть? Что может быть? И такая решила, ладно. Ну, что будет, то будет. Понедельник, вторник вечер нас блокируют. Мы собираемся на летучку после выпуска новостей. Что, завтра утром на работу? Ну да, завтра утром на работу. Они же не объяснили, за что они нас блокируют. И мы реально собирались пойти на следующий день на работу. Потом сигналы усилились, что там чуть ли не маски-шоу. Я допускаю, что эти сигналы были посланы не случайно, а чтобы мы все такие... Поехали. Но проверять не хочется. Знаешь, ты не знаешь. Слушай, а чем закончилась ваша встреча с Киселевым тогда? С Киселевым. Я дослушал эту лекцию, написал какой-то репортаж смешной про это дело. Он рассказывал, как он перешел к своему методу пропаганды. Он говорил, что его этому научил конюх, когда кидал говно, навоз. У него в конюшне, он очень коней любит, и мотоциклов, он таких аристократических вообще, как ты знаешь, повадок. И он делал тогда программу, которая называлась «Национальный интерес», и программа была про водку. Вот история, как она появилась, значит, вот правила Менделеева про 40 градусов, все такое прочее. И вот он разговаривает с конюхом, который посмотрел эту программу, и спрашивает конюха, что тебе программа понравилась? И конюх говорит, интересная, конечно, но главное непонятно. Что непонятно? Какую в магазине брать надо? И вот с тех пор Киселев понял, что нужно всегда отвечать на вопрос не то, какая водка существует, сколько ее разновидностей, что есть такое мнение и такое на этот счет, а какую надо брать. Если есть водка Путин, нужно брать водку Путин и не предлагать никаких других вариантов. Саша, вы один из авторов замечательной книги про мифы и легенды Советского Союза. С ребятами, героями этого выпуска, мы говорим про пропаганду скорее со стороны создателей контента, а с вами хотим чуть-чуть с более научной поговорить. Во-первых, можете ли вы, как давний исследователь воздействия на человеческую психику, на человеческий мозг, сравнить сегодняшнюю российскую пропаганду с теми, которые уже знала история? На что это больше всего похоже? Пропаганда, она поэтому пропаганда, что она бывает успешной. И таких случаев ужасно много. И нельзя сказать, что вот наш российский кейс, он как-то идеально совпадает с каким-то другим. Но нельзя сказать, что и россияне — это вот такие специально зазомбированные, специально оболваненные люди, которые вот как-то специальным образом подвергаются влиянию специальной российской пропаганде, а в других странах такого произойти не может. Эта точка зрения сейчас страшно популярна, что ситуация, которую мы имеем с Россией, с воздействием пропаганды на русских людей, это в принципе уникальная ситуация. Да, но нет. Это не так. На самом деле, и это страшно, что это не так. На самом деле, если мы посмотрим на многочисленные эксперименты, на многочисленные исследования в разных странах, в разных культурах, мы увидим, что на самом деле эффект пропаганды примерно один и тот же. Пропаганда действительно способна сделать страшные вещи. Например, пропаганда убивает. После того, как в Руанде случился страшный геноцид, когда там убили один братский народ, убил другой братский народ. Тутси, через хуту. несколько лет... Да, Тутси и Хуту. Через несколько лет после этого один исследователь, экономист, решил проверить банальный вопрос. А вообще ученые не любят отвечать на банальные вопросы. И банальный вопрос был такой: а правда ли пропаганда убивает вот физически? Для этого он сделал следующее. Он построил карту покрытия радиоволнами всех деревень
Руанды. И посмотрел, как деревни покрываются радиоволнами. Хорошо, среднее или вообще не покрываются. И дальше посмотрел, в каких из этих деревнях соседи вооружались мотыгами и шли убивать и насиловать своих соседей. Речь идет не об армии и не о полиции, а вот о реальных людях. И дальше выяснилось, что в тех деревнях, которых хорошо покрывались радиоволнами, убивали значительно больше, чем в тех деревнях, в которых радиоволны не доходили. Но в деревнях, которые были рядом, это очень важно, в которых самих не было радиоволн, но которые находились рядом, тоже был необычайно высокий уровень убийств соседей. Почему? Потому что вот есть, например, условно Петя. Вот он живет в деревне, у него нету радио, он идет в соседнюю деревню, пьет пиво и слушает пересказ от друга Вани о том, какие на самом деле тутси, злодеи, тараканы и убийцы. И вот этот пересказ пропаганды, усиленный рупором соседа, заставляет их вместе скооперироваться, взять 2 мотыги и пойти убивать. Покрытие радиоволнами, потому что важнейшая часть геноцида Руанды — это радио «Тысячи холмов». Да, и как бы это основной инструмент. В деревнях практически нет телевидения, а радио вот как бы покрывало большую часть деревень. И поэтому через покрытие радиоволны можно было понять, насколько простые люди восприимчивы к пропаганде. И выяснилось, что если им разрешат убивать, если им объяснят, что другие люди — это не люди, то они вполне себе на это идут. Один из самых громких приемов пропаганды этих 8 лет был кейс распятого мальчика на Первом канале. У тебя есть выпуск, когда ты нашла женщину, которая произносила это, и ты съездила к ней в Смоленскую область. Я помню, что она на границе где-то, да. Смоленскую область. Она жалеет, что она про это рассказала. Плюс она говорит, что есть и другие свидетели сейчас уже. Их не появилось, как ты понимаешь, за все эти 8 лет. И понятно, что... Ну, то есть понятно, что это неправда, потому что там журналисты в момент, когда украинские военные зашли в Славянск, там были журналисты, и они опрашивали просто людей, да, на той самой площади. Видели ли они, что такое или нет. Ну, понятно, что кто-то бы довидел, кто-то бы досказал за все это время. Я вполне допускаю, что она себя убедила в том, что реально она это видела, и что это было, и что это точно правда. Первое появление распятого мальчика, ну, как мы отслеживали, появилось в Фейсбуке у Дугина. И потом, по-моему, там детали немножко отличались в ее рассказе и в том, что Дугин написал. И, собственно, она повторила эту историю. Но тут же речь не совсем о Пышняк, а о том, как себя повели журналисты Первого канала. Потому что история про распятого мальчика в эфире Первого канала появилась не 1 раз, и, по-моему, даже не 2 раза, по-моему, 3. И сначала она про это, Пышняк, говорит коротко в лагере палаточном, мальчика распяли, а потом, и Пышняк про это подтверждает, а потом приехала еще раз съемочная группа и записала ее уже отдельно, подробно про эту историю, такое интервью. И еще раз дала в эфир. Как у нее сложилась жизнь? Она уехала Она уехала в Смоленскую область, ее муж был ополченцем, они были в Славянске как раз. Она уехала в Смоленскую область, устроилась там, по-моему, в ЧОП, как и муж. Она была в целом не очень довольна тем, как она устроилась. Она говорила, что очень сложно было легализоваться. Вот, в итоге легализовалась. Небольшая квартира в Смоленской области. Она, муж, дети, собачка. Работает в ЧОПе. Вот, да, собственно, и все. Она отвечала на вопрос, когда жизнь была лучше? В Украине или сейчас? Она считала, что все не зря, так или иначе. Распятый мальчик на Донбассе — это же фейк? Да. Потому что никакие слова эти не подтвердились. Но... И никаких следов этого происшествия найдено не было. То есть вы утверждаете, что эта история правда? Да. А как такое может быть? Это так психика адаптируется? Или... Да, так устроена психика, и опять же, это не какая-то специфика российской души. Несколько лет назад группа психологов провела знаменитый эксперимент по внедрению ложных воспоминаний. Они поехали в Ирландию,
А Ирландия тогда была охвачена бурнейшими событиями в связи с принятием или непринятием закона про аборты. И, соответственно, все поделились на два лагеря – консервативный и либеральный. И эти психологи, притворяясь социологами, проводили опрос. Они опрашивали сторонников консервативной позиции и либеральной. И каждая из этой групп показывали 3 медийных скандала. Фотографии, интервью, видеовыступления. И спрашивали, как они относятся к участникам этих медийных скандалов и так далее. Так вот, из этих 5 скандалов 2 были настоящих, а 3 были полностью выдуманы. Там было выдумано все. Так. Но, тем не менее, люди, которые поддерживали запрет абортов и этот медийный скандал, выдуманный, несуществующий, соответствовал их точке зрения, они радостно его обсуждали. Они с пеной у рта вспоминали все подробности несуществующего этого скандала. Понимаете? И ровно наоборот. Либеральные сторонники, которые сталкивались с несуществующим скандалом, который, тем не менее, поддерживал их точку зрения, с пеной у рта доказывали, как они это видели. И таких экспериментов по внедрению ложной памяти можно произвести, можно много придумать и воплотить. Опять же, это не российское свойство. Распятого мальчика не было? Ну, доказательств никаких нету, кроме утверждения женщины, которая слышала где-то, что так и было, и ее пересказа. А до этого поста Александра Дугина, тоже герой нынешнего времени, где он это все описал. У меня, наверное, нервная система так раскачана пропагандой, что я уже ничему не уделяюсь, но вот история про мальчика, она просто самая адская, потому что она действует на разжигание так, как ничто другое. Когда ты начинаешь думать, что... когда тебе хочется отомстить за то, что ты слышишь, а при этом это все выдумка от начала до конца. А распятый мальчик существовал, но не у нас и 100 лет назад. Но опять же его не было. Это был такой ход, придуманный английской журналистикой в 1915 году во время Первой мировой войны. Когда они публикуют историю о том, что немецкие солдаты на двери амбара распяли канадского молоденького капрала и страшно над ним издевались, и убили его. И после этого была бурнейшая волна возмущения, всю эту историю рассказывали, и в Канаде началась мобилизация, и мобилизация в Канаде была просто, эта история подстегнута очень сильно. А после войны в 1925 году было проведено расследование, которое показало, что никакого канадского мальчика распятого не было, даже близко. Слушайте, это очень похоже в том смысле, что у моих друзей есть знакомые, которые готовы были ехать воевать на Донбасс после того, как услышали фейк про распятого мальчика. Да, а сейчас у меня есть знакомые знакомых, которые едут воевать, потому что они абсолютно точно знают, что Азов сжигает солдат пленных на крестах. А если ты попадешь в плен, тебя кастрируют, а это доказывает, что должен защищать свою родину, потому что они звери. Потому, понимаете, мы не воспринимаем информацию во всей полноте. У нас голова устроена как такой большой, даже не компьютер, как такая корзина, наполненная такими сетками. И через эту сетку проходит не вся информация, а только то, что соответствует структуре, принятой в этом обществе. Если вокруг тебя все рассказывают историю про распятых мальчиков, то любая военная история постепенно превратится в историю про распятого мальчика. Можно я приведу пример? Занудный, но хороший. Так. У меня есть студенты, и я обожаю с ними проводить такой эксперимент. Я им вначале одному из них читаю сказку, например, полинезийскую, с кучей непонятных подробностей. И дальше они, как в игре «Испорченный телефон», пересказывают друг другу. В результате через 10 человек я имею классическую русскую сказку. Жили-добыли, старик и старуха и так далее. Все полинезийские подробности вымываются, все герои меняются прямо противоположным образом. Например, я читаю им сказку, где есть 2 героини, старшая и младшая, при этом младшая плохая, а старшая хорошая. В процессе пересказа это переворачивается, и младшая становится хорошей. Почему? Потому что вот у нас есть определенная сетка, которая привыкла к такой структуре и которая пропускает только такую информацию. А если она не соответствует, она прогибается, она меняется. Поэтому
Если мы верим в распятого мальчика, если мы верим в злодейство, то любая информация, которая приходит в нашу голову, прогнется под это. И вот из последнего Зеленский наркоман. Это, конечно, это фейк, который мне было стыдно разоблачать, потому что он настолько тупой. Ну, правда. Короче, ну мы же понимаем, что сейчас там российские власти с их подачи Российское ТВ, они говорят, что с нами воюют наркоманы и геи. И это должен быть аргумент для того, чтобы зрители поняли, что реально плохие люди. Как бы надо с ними воевать. Этого в целом достаточно. Но понятно, что нужна какая-то доказуха, что Зеленский, засевший в Киеве, наркоман. В какой-то момент одновременно в итоговой программе на НТВ у Ирады Зейналовой и в итоговой программе у Дмитрия Киселева в «Вестях недели», собственно, на «Россия-1» вышли репортажи с такой... Ну, то есть, очевидно, это в Москве сидели корреспонденты и собирали какие-то, да, там, хайлайты с недели, что произошло. И они оба показали видео, где Зеленский крутится на стуле у себя в кабинете. И он там говорит: мы работаем, показывает документы. Мы любим, показывает фотографии своей семьи. Мы гордимся, показывает флаг Украины. Ну, то есть что-то такое. Какое-то такое видео. И они говорят, и тут там подводка была практически идентичная, что многие задались вопросом, в каком состоянии находится президент Украины. Конечно же, это видео он быстро удалил. Это неправда, это видео до сих пор висит у него в Инстаграме. Но в какой-то момент можно заметить белый порошок непонятного происхождения на столе у Владимира Зеленского. И как бы они там показывают замедленно кадр, и там типа реально рядом с фоткой семьи вот такие вот дороги. Ну, то есть реально, ты понимаешь, что это просто невозможно. Они пририсовали? Нет. А когда смотришь это видео в хорошем качестве, понимаешь, что это нарисованные полоски на столе, это обрамление как бы стола такое. И блик от фотографии. Ну, то есть видно, что это как бы не дороги, это не порошок. Это супер тупо. То есть я как бы это разоблачаю, и я думаю, блин, ребят, серьезно? Ну, как бы... Мне даже стыдно немножечко было. У тебя есть понимание, кто министр пропаганды России сейчас? Кто главный? Ну, есть два человека, которые отвечают за свои области. Кириенко отвечает за интернет, Алексей Громов за телевидение. Телевидение — это какая-то старая модель пропаганды, но она влияет на большее количество людей, как кажется, до сих пор. Ну, надо сказать, что Громов, он еще за радио, за газеты, ну, вот классика вся вот этого. Традиционные СМИ, а все, что новое, где наша аудитория, скорее всего, находится, это Сергей Владиленович Кириенко. Фонды, которые раздают деньги телеграм-каналам, покупают посты, создают какие-то сетки. Это вот оттуда все. В Rush Today написали новость, что европейцы выступают против санкций. Угу. И пишут массово твиты с хэштегом Against Sanctions. И публикуют фотографии своих пустых тарелок. С посылом, что почему санкции вводите вы, а плачу я. Мне стало интересно, что это за иностранцы. И я начала заходить на хэштег. На хэштег. Там в основном к этому моменту были уже посты российских СМИ, которые написали, там, провластных, которые написали, вот, европейцы взбунтовались. И я нахожу там твитов 5-6 от типа тех самых европейцев, которые на всех скриншотах в этих СМИ есть. Я открываю, я понимаю, что они все созданы, эти аккаунты, в июле этого года, и у них в ленте ровно один твит, вот этот вот. На аватарах у них при этом стоит там у одной, по-моему, жительницы Польши, стояла звезда Болливуда, у второй стояла ведущая CNN. Ну, то есть понятно, что это нереальные европейцы, и что это либо созданные боты, либо какая-то около такая компания, чтобы российские СМИ в итоге написали, что вот, смотрите, европейцы недовольны санкциями. Очень символично, что мы записываемся в столице европейского государства,
в очень европейском городе, но делаем это на фоне наследия советского. Вот это эмблема Олимпиады 80. Не все в курсе, но Олимпиада 80 проходила не только в Москве, она в разных... Какие-то соревнования отдельные проходили и в других городах, и в Таллине были соревнования по яхтенному спорту, если я ничего не путаю. Какое у тебя отношение к Советскому Союзу? Не очень хорошее. У тебя есть выпуск про Женю Бэдкомедиана, в котором ты, в общем, максимально резко оцениваешь его и выпуск про сравнение украинской и русской пропаганды, вот, и в целом его взгляды. Если коротко, в чем твоя претензия? Ну, во-первых, что он совкадрочер. Это термин, означающий человека, который топит за Советский Союз. Желает его вернуть, и наверняка, как Путин еще и считает, что это самая великая политическая трагедия прошлого столетия, что развалился Советский Союз. Он бесконечно радуется к тому, какие там были фильмы, Фильмы были клевые. Но он просто это не так... Вот в этом видео про 9 мая, где он рассказывает, что «Ой, а почему теперь показывают только российскую пропагандистские фильмы? Где советские фильмы?» Имеешь в виду, Жень, где советские пропагандистские фильмы, которые также придумывали некоторые вещи, типа о дружбе народов, там, о том, как все единым фронтом единым строем шли на фронт, о том, что все было здорово, и все были счастливы, и трава была зеленее, и детишки разговаривали поставленным голосом, потрясающим в школах, и самосознание, и все было классно. А где... И бомбит с того, когда в кино показывают, что там, не знаю, были эти заградотряды, когда там чекистов он смешно изображает. Ахахаха, чекисты не такие были жесткие. В чем смысл этих скетчей? Знаешь, Женя типичный пример этого мема, типа, ой, блин, чувак, я не могу с тобой больше дружить, а твоя любовь к Советскому Союзу оказалась не посторонней. Типа, что он бесконечно это педалировал в своих видосах, как круто, Советский Союз. Ну, конечно, он это делал завуалированно, что многие подписчики до сих пор этого не понимают. Но факт остается фактом, что он постоянно обсирает современные какие-то вещи во власти, но при этом ставит им в пример там какие-то что-то из советского времени. Плачет там, вставляет эти кусочки с людьми из новостей, как чуваки рассказывали. Я не знаю, гражданин какой я теперь страны. Типа, блядь, страны некоторые были под оккупацией Советского Союза. Почему, что ты пытаешься вызвать? Чувство жалости у меня к тому, что некоторые народы освободились от советского гнета, от того, что, блядь, нельзя было нахуй из города в город уехать, от того, что по талонам еду выдавали. Ой, блин, да, так грустно, жаль. Вот это я осуждаю Женю. Ну, ты же понимаешь, что это не за деньги, а по убеждениям? Окей, я не говорю, что он точно за деньги это делает. Я даже почти уверен, что он точно это делает не за деньги. Но получается, да, просто, как это называется, полезный для власти идиот. Он как-то ответил на твой выпуск? Нет. Я не собирался до него именно это достучаться. Мне просто как у него большая аудитория, которая все это разделяет, и огроменной аудитории он втирает вот эти вот те же самую риторику пропаганды российской, что не все так однозначно. Давайте, наверное, не будем особо осуждать российских властей, потому что и Украины-то тоже там навалом косячков, так что, получается, не все так однозначно, что мы на них напали. Это вообще Россия воюет с НАТО, блядь, и вот это вот залупа все. Он так говорил? Ну, не все так однозначно, к этому подводит. Они так не говорят. Но заходишь к ним в комментарии, и там их поддерживает вот эта аудитория, которые Россия воюет с НАТО, которые, да это все сговор элит, которые хотят, да ты не знаешь, кому это выгодно, поэтому посидим на жопе дома и по ничего не делаем, потому что кому это выгодно, непонятно. Это нахуй, так же пропаганда российская работает, что они не хотят доказать тебе, что они правы, они не хотят, чтобы ты поверил. Они хотят, чтобы ты понимал, насколько все неоднозначно, насколько они большие, охуенные и мощные, что могут всюду все покрыть
с севера на юг, с запада на восток своей пропаганды, а ты нихуя не сможешь сделать. Вот они вот это от тебя хотят, чтобы ты такой, ну да, блин, они несут такой бред, и им ничего за это не будет, ну что я против них выскажу? Ну да, в России проблемы, но вот еще и в Америке тоже проблемы. Ну да, на Западе тоже есть проблемы, но, блядь, кому нахуй не насрать? Ну да, в Украине тоже была пропаганда. Ну кому не поебать? Мы граждане России, давайте будем с российскими проблемами разбираться. Есть ли в Украине пропаганда? Да, безусловно. Конечно, да. Есть ли там аналоги Киселева, Соловьева? Не знаю, не разбиралась. Ну, то есть мне не хватает... Это, еще одна главная претензия. Вот, а чего вы украинские фейки не разоблачаете? И западные. Ну, потому что, простите, меня не хватает на еще украинских там... Да, я думаю, что украинцы сами могут справиться со своей пропагандой, как и со всем остальным. Наш мозг не может все время думать серьезно обо всем на свете. Поэтому в ходе эволюции у нас были придуманы такие когнитивные шорткат, когнитивные короткие пути, когда мы принимаем решение очень быстро на основе какой-то обрывочной информации, даже сами не чувствуем, как ее принимаем, это решение. И вот тут как раз пропаганда начинает действовать. Вот смотрите, что происходит. У нас есть вопрос мобилизации, у нас есть два риска. У нас есть риск пойти в военкомат, попасть в армию, погибнуть на войне. Возможный риск. А есть вариант быстро собраться и уехать со знакомыми в Казахстан. И многочисленные эксперименты показывают, что проведенные до всякой войны, показывают, что люди, когда у них есть две равные возможности с негативными последствиями, то есть у одного варианта негативные последствия попасть в тюрьму, пытаешься уехать в Казахстан, и тебя арестовывают, попадаешь в тюрьму. Второй вариант – это быть убитым на войне. Так вот, и многочисленные эксперименты показывают, что когда люди выбирают между двумя вариантами с негативными последствиями, они предпочитают бездействие, действие. То есть они выберут тот вариант, в котором не надо ничего делать. Надо лечь и ждать, пока за тобой придут. Опять же, нам кажется диким и странным, когда вот мы видим, как люди говорят: нет, мой сын бегать от армии не будет. Это стандартное клише, которое сейчас в социальных сетях, я нашла больше 300 тысяч вариантов этого клише. Люди пишут посты про это, что вот нет, мой сын бегать от армии не будет. Там, я бегать от армии не буду. И нам кажется, это ужасная часть российской души. Нет. На самом деле это вот то самое искажение при принятии решений. Если есть два риска с негативными последствиями, человек выберет тот, в котором ничего не надо делать. Можно лечь под кустик и ждать, что-нибудь случится или не случится. И поэтому люди, к сожалению, ровно действуют так, как предсказали эволюционные психологи в этих экспериментах. И это на самом деле пугает, но это так. 300 тысяч сообщений – это же литературное преувеличение? Нет, я пользуюсь программой Social Media Listening, которая позволяет анализировать репосты и сообщения в социальных сетях российских. И, соответственно, видно, сколько людей и как обсуждают, например, мобилизацию. Главные принципы сегодняшней российской пропаганды. Знаешь, я не знаю, насколько они эксклюзивны именно для российской пропаганды, но в целом из того, что там, да, спрашивают, как это могло подействовать. Ну, во-первых, надо понимать, как я уже сказала, что 8 лет методично одно и то же вдалбливалось. Постоянно. Повторение. Повторение. Пункт 1. Повторение. Повторение. Второе, конечно же, надо отвлечь человека от внутренних проблем и перевести его внимание на то, что происходит. Вот, а у них? Вы видели, что у них происходит? Да, может быть, у нас плохо, но у них еще хуже. Посмотрите там на бабушек, пенсионеров в Европе. Там, да... Ты не встречал-то? Такое лицо делаешь. Что хуже у бабушек слушай, в Европе, чем у нас? Там было много историй. Они там, понимаешь, вот, например, сейчас, понятное дело, все это связано с... Замерзнут? Да, но вот сейчас это про замерзнут. Ну, отвлечь, да. Ну, то есть там вот загнивающий Запад, посмотрите, что у них происходит. Вот как хорошо, что мы живем, там традиционные ценности наши и так далее, и так далее. Я бы проговорил какие-то главные паттерны, которые вкладываются в голову зрителям, и зритель на них откликается.
Во-первых, это чувство державности, это культ собственной силы, когда человеку вбивается в голову то, что есть какой-то глобальный интерес государства, который сильнее, чем радости в жизни у этого зрителя, у этого слушателя. И задачи у этого государства, они важнее, чем все, что остальное в этой жизни есть. Ну и, соответственно, это все базируется именно на культе силы. У нас не самая сильная экономика, у нас не лучшее соотношение ВВП на душу населения и так далее. Но зато у нас есть ядерные ракеты, у нас есть атомный подводный флот и так далее и тому подобное. Это во-первых. Во-вторых, это противопоставление всему остальному миру, и это особенно резко чувствуется в последние 10 лет. Раньше такого точно не было, хотя вот в 90-е годы, например, чувство державности, оно тоже было. То есть если ты вспомнишь тот же самый фильм Доренко про Курск, там тоже, несмотря на то, что вроде бы как это расхлябанные 90-е годы, там тоже это есть у человека, в данном случае у автора Доренко, его пробивает от того, в каком жутком состоянии находится флот, как... Дома без стекол у подводников, а они выходят в плавание. Да, и электрическая батарея, потому что там в железную какую-то конструкцию всунут кипятильник, и он нагревает батарею. В квартире у капитана атомной подлодки. И в 90-е это все было тоже. И вот это чувство державности, имперскости, оно у зрителя осталось, у россиян очень во многом. Это есть, конечно. А вот противопоставление всему миру, оно за последние 10-20 лет оно значительно усилилось, и оно базируется на противопоставлении свой-чужой. Соответственно, люди вокруг нас, они вызывают в нас опасения, потому что они другие, и мы их должны опасаться, потому что они нас могут победить, захватить наши ресурсы, с одной стороны. Мы их таким образом воспринимаем, как возможно, мы можем стать их жертвой. А если нет, тогда они должны стать нашей жертвой, за счет которой мы, соответственно, поживимся, за счет которой мы покажем свое эго, продемонстрируем как раз мощь нашей державы. И вот это как раз происходит сейчас с Украиной, в том числе со странами СНГ более-менее. Такие отношения. И отдельно я бы отметил как раз вот это ощущение инаковости. Нужно порождать чувство, когда есть люди, которые отличаются от тебя, от зрителя, от аудитории. Это могут быть геи, это могут быть люди другой веры, которые отличны от твоей, не знаю, свидетелей Иеговы или какие-то протестанты не такие. Они тоже должны вызывать опасения какое-то у зрителя. Мы должны показывать, что у нас правильный путь, есть неправильный, и мы им должны все время пугать. То есть нет такого ощущения, пускай они живут как хотят. Нет, мы должны показывать, что в Европе есть трансгендеры, есть гомосексуалисты, гомосексуалы, и они хотят навязать нам какой-то свой образ жизни, хотя вот про этот образ жизни, про его навязывание рассказывают только вот эти самые телеканалы, и они запугивают этим каждый день. Дальше из этого идет культ традиции, когда у нас есть право поступать, как мы хотим у государства, не потому что мы ведем себя правильно, а потому что это право нам досталось по наследству от Советского Союза, который победил в Великой Отечественной войне. И не важно, что мы развязываем войну, просто мы наследники вот той самой победы, и поэтому мы можем дальше вести себя как хотим, потому что мы это право получили по рождению. И вот то, что как раз я заметила во время этой войны, это когда случается Буча или что-то подобное, начинает вбрасываться огромное количество противоречащих друг другу версий. И я сначала даже на это смотрела и думала, в смысле, вы говорите, да? То есть вы, с одной стороны, вбрасываете версию, что там трупы шевелятся. Да. С другой стороны, вы вбрасываете версию, что это манекены. С третьей стороны, вы вбрасываете версию, что нет, это реально трупы, но их привезли из морга и разложили. А четвертая версия, что нет, это реально погибшие люди, но убили их в ВСУ, когда зашли в Бучу и в Ирпень. И то есть эти версии противоречат друг другу.
но они вбрасываются одновременно там, да, из разных просто источников и каналов. И понятно, что там, да, делают журналисты. Журналисты начинают там замедлять видео и говорят, что нет, тут трупы не шевелятся. Нет, это не манекены. И так далее, разоблачать. Но в целом у человека, который просто вот открыл там, да, СМИ, и на него там вот набросилось вот это все, он такой, все неоднозначно с этой историей. И происходит эффект, что ты, ну, как будто до правды не докопаться. Да, абсолютно. То есть, и это реально очень удобная тактика. И она работает? Она работает. Потому что я наблюдала даже в первые дни, у меня была там дискуссия в ленте, какой-то чувак написал пост, там, типа, что вот там очередной фейк, все дела. И ему начали просто в комментариях, да как фейк, вот тебе раз, вот тебе два, вот тебе там фотографии со спутника Нью-Йорк Таймс, которые выложили. И там ему опровергали, а потом случился второй момент, почему, как я считаю, люди верят пропаганде. Он сказал, я в России, я россиянин, и я буду верить тому, что говорят мои власти. И это такой, знаешь, уже, как я считаю, психологический момент. Ну, то есть тебе сложно психологически принять, что армия там твоей страны делает то, что она делает в Украине. Что там могла произойти Буча, мог произойти Кременчуг, там, да, и другие случаи, которые... Ну, типа защитная реакция, Это защитная реакция. Физиологическая реакция, чтобы не сойти с ума. Да, то есть такой, этого не могло быть. Ну, то есть у меня такое, я тебе честно скажу, я когда увидела про Бучу, при том, что, я 8 лет работаю на «Дожде», и я примерно понимаю, да, там, на что способны российские власти и так далее, и так далее. И когда это случилось, я помню, что я листала эти фотографии, и я тоже пыталась у себя в голове найти какие-то аргументы, что, возможно, это неправда. Понятное дело, что это не были там, да, шевелящиеся трупы. Но первое, что я сделала, я написала своему другу, иностранному журналисту, который один из первых попал в Бучу. Я ему сказала, слушай, я немножечко схожу с ума, мне надо поговорить с кем-то, кто там был, и задать какие-то вопросы. И мы с ним созвонились, мы с ним поговорили, и, собственно, я поняла, что да, это так. Это правда. А что происходит с человеком, который там, да, ежедневно не потребляет такое количество информации, не работает в новостях, я примерно представляю. Этого не может быть. Все не так однозначно. Самое большое вранье — это вкладывание ложных ожиданий. Например, от того, что Россия может огневые точки Украины уничтожить за 2 дня, и после этого Украина не сможет сопротивляться. Об этом Маргарита Симонян 1,5 года назад рассказывала в шоу Владимира Соловьева. Рассказы Якова Кедми в шоу того же самого Соловьева о том, что у российских морпехов может быть только одна проблема в Одессе, когда они высадятся, что, да, задушат своими объятиями. Местные жители так радуются. Местные жители так порадуются в появлению там наших войск. И вот это главная, мне кажется, проблема, когда ты что-то... Это не является, строго говоря, фейком. Но ты каждый раз рассказываешь о том, о чем ты понятия не имеешь. Например, о том, что азовцев менять не будут, тем более не будут менять на Медведчука. Через 3 месяца это происходит, так или иначе. Принципиальное в данном случае отличие, не знаю, от пропаганды фашистской Германии или еще чего-то такого, это балаганность общей культуры, балаганность пропаганды, потому что она такая таблоидная. В 2014 году произошла определенная революция с точки зрения того, как политическая мысль доносится до людей. Главным инструментом стали не новости, а политические ток-шоу. Если раньше самыми популярными ток-шоу это были шоу Андрея Малахова и подобные им, с детекторами лжи, с чем-то таким, то были запущены политические ток-шоу, которые сами оказались на уровне программ Андрея Малахова, где
свои Гогены Солнцевы, где свои клоуны, значит, которых нужно вышвыривать из студии, где какие-то идиотские конфликты. И зритель, он также начал воспринимать политику, как будто бы он смотрит программу, вот там «Большая стирка» была с Андреем Малаховым или еще. Ну, то есть вот что такое мыльное, желтушное. И так проще всего людям донести вот этот конфликт, в котором наша правда, наше наследие Великой Победы, правды и чего еще угодно, оно противостоит всему остальному миру, который пытается нас захватить и навязать свои ценности. Почему в России такое количество людей верит пропаганде? Это потому, что пропаганда хорошая или потому, что народ наивный и доверчивый? Ни то, ни другое. Понимаете, ученые, они зануды. Они как бы любят запутать собеседника и никогда не давать ответ прямой, да или нет. На самом деле, тезис о зомбировании пропагандой не совсем верим, потому что люди верят не потому, что им что-то повторяют постоянно, а люди верят потому, что у них в голове вот есть восприимчивость к этой типу информации. Еще раз вернемся к тому, о чем я уже говорила. Есть так называемые долгий путь принятия решений, короткий. Когда мы принимаем решение, не задумываясь, экономя свои силы. И пропаганда, она в этом смысле очень удобна, потому что она дает простую, примитивную и внутренне непротиворечивую картину мира. И нашему мозгу хочется простой, непротиворечивой картины мира, потому что тогда решение принимать проще. Это как сахар, понимаете? Вот нам нужно сахар, чтобы получить приятное. И нам нужна простая картина мира, чтобы быстро принять решение. Поэтому конспирологию невозможно убить. Поэтому она такая неубиваемая. Потому что она дает простые решения. Ты на самом деле, ты там Марья Ивановна, мы как бы, или ты Петр Сергеевич, вы в принципе никогда не думали о геополитической ситуации. Никогда не анализировал, что происходит. И главная твоя задача, то, о чем думает большинство населения России, на самом деле, чтобы от них отстали. Чтобы от них просто отстали. Чтобы мои дети ходили в школу, дети бегали во дворике, и ничего этого не происходило. Думать сложно. Думать против мейнстрима еще сложнее. Поэтому проще воспринять ту картину мира, которую тебе рассказывают. И это тебе создает еще как бы ощущение комфорта. Пропаганда есть не только в телеке, но и в интернете. И с тобой, как с человеком глубоко из интернета, про это хочется поговорить. Стас, ай, как просто. Что произошло? Или ничего не поменялось? Что с ним произошло? Только по сравнению с бэдкомедианом, который хотя бы против войны, Стас делает супер тупую провоенную пропаганду, добавляя все это соловьевское говно типа «Где вы были 8 лет? Русский язык запрещают, поэтому мы пришли там всех убить, чтобы не было кому запрещать русский язык». В общем, Стас — это Соловьев для молодежи. Он всегда был странным, назовем это так. А сейчас, ну это же просто магнитофон войны. Да. Еблан не все так однозначник, который растит аудиторию чуваков, которые... Он завуалирован, опять же, чуть менее завуалирован, чем Женя Бэдкомедиан, но рассказывает там, ну, а смотрите, что там Америка делает, ну, а надо, я против войны. И подписчики его говорят, он же против войны. Конечно, он против войны, но он так говорит, я против войны, но против другой войны, против того, чтобы на Донбассе людей ущемляли. Поэтому я хочу, чтобы война как можно скорее закончилась тем, чтобы захватили нахуй Украину. Вот такой человек. И люди еще умудряются, его подписчики, говорить там, да вы извините, он же на самом деле, он оппозиционер, он и Путина иногда ругает. Обычный пример того, как Стас ругает Путина, это «Путин, ты что так ты недостаточно жесткий, надо еще сильнее закручивать гайки. Я бы на твоем месте, Путин, начал войну еще в 2014 году». Вот это Стас ругает Путина вот так. Есть видео, просто какие-то невероятные видосы из серии, когда я просто не верил, что это происходит на моих глазах. У него были дебаты с украинским блогером, и там Стас как просто сравнил граждан России сегодня, ну, тех, у кого самые разные санкции по всему миру, там и визовые, и все остальное, он сравнил их с евреями времен Второй мировой войны. Да. И это просто жесть. Да, я говорю, еблан. Ты
четче формулировку. Я могу еще чуть-чуть подробностей рассказать, что Да. это человек, который говорит, что он бы голосовал за Кадырова, говорит шутки в плане «Ахахах, Россия через неделю захватит Украину», а потом оправдывает это, что это он пошутил. И его зрители говорят: да вы не выкупили иронию. Да это у него на превьюшке была... это кликбейт был. Ну, блядь, ну просто мерзкий человек, который делает ужасные вещи, растит аудиторию, несет однозначников и зэшников, и при этом умудряется еще потом оправдываться, что он такой-то вот хороший, оппозиционных взглядов, и оправдывается все посторонний. Как говорится, оправдывать кринж и долбоебизм рофлами — это путь плохого человека. Каждый раз, когда нужно было... В общем, на чем можно было зарабатывать, он на этом зарабатывал. Люди больше всего любят токсик и типа желтушные всякие штуки про звезд. Он делал эти бесконечные расследования там различных ютуберов. Он тут что-то нашел, тут что-то нашел. Искал их, блядь, связи с Кремлем. И теперь сам подсос Кремля, самый нахуй главный на ютубе. Как тебе пародия Гудка на шамана? Охуенно, очень клево. Я был очень расстроен, когда узнал, что я пропустил эту пародию. Ну, точнее, я пропустил сам клип оригинальный. Как-то он вообще мимо меня прошел, я расстроился. Я уже от Саши увидел, от Гудкова, когда вышла эта пародия. Я только тогда узнал существование оригинала. Я очень расстроился, что не я сделал эту пародию, потому что оригинал очень смешной. Шаман — это пропаганда? Конечно. Конечно, там я буду русским всему миру назло. Это что вообще за хуйня? Представь песню от лица любой другой национальности. Я швед, всему миру назло. Это что за хуйня вообще? Как будто мы весь мир не хочет, чтобы ты был русским. И шведом. И шведом, да. Весь мир не хочет, чтобы ты был убийцей, а какой-то по национальности миру поебать. Сначала ты выходил на Навальный лайв, а потом вы переехали на канал «Разговорный жанр». Я правильно понимаю, это канал, который крутится вокруг Александра Долгополова, вашей главной звезды, и там разные форматы. Почему ты переехал? Мы захотели отделиться, чтобы более нестандартные форматы там всякие устраивать. Что-то, что аудитория Навальный лайв бы не приняла, что-то, что... Было бы странно, что типа тут идет интервью с Шендеровичем серьезное, и потом внезапно пропагандуша поет. Ну, типа, что-то, что можно было бы отдельно выпускать. По сути, это попытка сделать такой лейбл.ком, но только... Только где мы не засунули языки в жопу. Видео под «А что случилось?» — это шоу, которое сейчас в измененном формате делает Долгополов и Шупляков. И там подпись в комментарии. Что может быть лучше, чем новый выпуск «А что случилось?» на канале «Разговорный жанр»? Естественно, полная победа Украины и смерть Путина. Но пока работаем с тем, что есть. Многие комики, которые остались в России, они считают, что вот этот вот уход и Долгополова, и то, как вы шутите, это такая нечестная игра, поскольку из-за границы, где Путин вас не достанет, вообще нет никакой смелости это говорить. И, соответственно, ценность таких шуток снижается значительно. Что ты думаешь про это? Смелость есть в том, чтобы бросить все, пожертвовать жизнью своей и уехать, начинать ее с чистого листа, лишь бы остаться человеком, у которого есть чувство собственного достоинства, и продолжать критиковать власть хоть как-то. То есть лучше, что остаться в России и молчать. Я не хотел сказать, что те, кто не уезжают, у них нет чувства собственного достоинства. Это, конечно же, их выбор. Полностью их поддерживаю. Всех понимаю, кто не может уехать. Я вот к этому вопросу, что, типа, да, вы можете шутить только потому, что вы уехали. Типа, вы хули осуждаете? Вы либо оставайтесь там и, не знаю, как-то по-другому действуйте, если не можете высказываться, но как-то действуйте, либо не осуждайте тех, кто уехал высказываться. В чем вообще смысл этого осуждения? Ты не осуждаешь тех, кто остался? Я вообще не осуждаю тех, кто остался. Я осуждаю только тех, кто выебывается, что «а чё вы, легко вам говорить». Блядь. Тех, кто остался и ничего не говорит, я не осуждаю. Я осуждаю тех, кто остался и говорит хуйню, похожую на риторику российской пропаганды и российской власти. Главный вопрос, может быть, претензия к фейк-ньюс, когда ты смотришь, заключается в том, что
полное ощущение, что и интонация, и все остальное, они направлены на тех, Кто уже и так знает. кто и так уже знает. То есть в этом нет цели открыть глаза и сделать, как вот на этой заставке. А просто развлечь тех, кто и так все понимает. И я согласна с этой претензией. Я даже пытаюсь... то есть вообще после начала войны я попыталась по-другому подбирать другую интонацию и другие слова. Ровно поэтому. Потому что я понимаю, что все эти годы вот своими там шуточками, условно, да, ха-ха, Киселев, посмотрите, какие они дебилы, да? Что они снова несут? Господи, они же сумасшедшие. И понятно, что, да, там мы варились в своем вакууме, и понятно, что смотрели нас люди, которые и так знают, что Киселев им врет. И они в очередной раз там, да, включили, чтобы посмотреть, как именно он врет, и чтобы посмеяться. С начала войны я поняла, что мы досмеялись как-то в целом. Что-то как-то уже не смешно. И я прям иногда пытаюсь делать выпуски такие, то есть эксплейнеры. То есть, допустим, у нас там был выпуск «Вся правда об обстрелах в Кременчуге и в Киеве», где мы чисто вот просто вот по фактам, без эмоций, без там, ты раскладываешь, как что происходило из того, что ты знаешь и можешь сказать, да, и почему вот тут российские власти и российская пропаганда врут. Я стараюсь. При этом я не думаю, что это все равно бесполезно, потому что мне часто пишут, условно, что там, я посмотрела программу Fake News, и я теперь понимаю, что у моей родни в голове и чем их пичкают. И я понимаю, как с ними разговаривать. О. То есть в этом тоже есть польза. Как ты считаешь, то, что ты делаешь, это эффективно с точки зрения того, чтобы кого-то переубедить? Не стоит у меня задача даже переубедить кого-то. То есть, если кто-то переубедился, как говорится, если хоть один человек переубедился, значит, я уже все делаю правильно. Но главная задача для меня — это просто заставить выдохнуть людей, заставить поверить, что завтрашний день возможен, что не все мы еще мертвы внутри, хотя я, мне кажется, уже, что у людей еще будет шанс на будущее. Пересоберем, как сказал Оксимирон. И ведь посмеяться хоть 20 минут в неделю вместо плача всю остальную неделю, это уже хоть сколько-то. Если мы смеемся, значит, мы еще живы. Ты сказал, что я думаю, что я уже мертв внутри. Почему? Я полгода смотрю российскую пропаганду, потому что мне кажется, мои эмоции уже все, они нахуй не настоящие. Я теперь смеюсь просто, когда вижу ужасы. Я сошел с ума, я думаю. Мне нравится, как это обнуляет нахуй все интервью, которое было до этого. Все такие, человек сошел с ума. Я к тому, что вот я смотрю ужасы, и моя первая мысль, я пытаюсь найти в этом смешное, чтобы не заплакать. Вот такое ощущение. С началом войны вы с Машей разошлись. Причина в том, что когда война началась, ты понял, что больше не можешь заниматься журналистикой. Отчасти так. То есть, когда началась война, я еще был сотрудником «Дождя», и я просто вошел в режим, я не знаю, Аркадия Бабченко или еще чего-то такого, потому что хотелось капслоком писать посты о том, что происходит с матом и так далее. И я просто не хотел телеканал подставлять, который... Тогда еще была надежда, что он просуществует подольше, может быть. И поэтому я, для того, чтобы не подставлять телеканал «Дождь», я написал и попросил у ребят прощения, что я не могу этим заниматься. Стандарт журналистики, он убит, так же, как и убита журналистика, как таковая 24 февраля по решению Владимира Путина. То есть если до этого какие-то остатки еще были какие-то сегрегации, которые были отгорожены, где можно было заниматься вот этой дистиллированной журналистикой, где есть два мнения, мнение эксперта нейтрального и так далее. Вот это все было разрушено.
рекомендациями Роскомнадзора, законом о дискредитации армии и так далее. И, в общем, тогда вот у меня сложилось впечатление, что можно переходить на сторону активизма, потому что грани между журналистикой нормальной и активизмом теперь уже не существует. Ее в России уничтожили. Как Маша к этому отнеслась? Тяжело. Вы поругались? Немного, да. Но мы помирились уже. У тебя была горечь, когда вы с Илюхой разошлись? Да, я правда расстроилась. Я расстроилась, потому что первые дни войны и просто происходит... то есть мозг взрывается, ты не понимаешь, за что в первую очередь браться вообще. И я понимала, что там я точно не могу сейчас сделать программу Fake News, потому что я там вечером иду на Пушкинскую, там анонсирована акция протеста, потом еще что-то. И тут еще Илюха отваливается. То есть я эмоционально его понимала. Но так, конечно, я подумала, что делать? Как работать, за что браться вообще? Вот. Ну и в целом, что мы разошлись, да, сначала я так отреагировала, что понятно. Собственно, сейчас одну программу перезапускать. Мне очень много писали в личку, что Маша, нужен фейк-ньюс прямо сейчас. Вот сейчас нужен фейк-ньюс. Выходите. А ты такой, да как выходите вообще? Понимаете, что у нас нет канала? Мы студию сделали в квартире, которую я арендовала в Тбилиси. Просто так стилисовали все. Сначала горечь была. Сейчас, то есть я не вижу проблем в том, что мы там делаем похожий какой-то контент вообще. Ты сказал, что ушел делать контрпропаганду. Контрпропаганда разве не пропаганда тоже? Смотря какими методами ты пользуешься. Я думаю, что главное — это противопоставление лжи. Нужно лжи противоставлять правду, войне нужно противопоставлять мир, и в этом является главная моя контрпропаганда. Если ты на одну ложь отвечаешь другой ложью, то ты в любом случае теряешь доверие аудитории, и ты проиграешь в конце концов. И так как мы возвращаемся к вопросу о том, почему мы проиграли, мы меньше, чем ресурсы Останкинской телебашни, чем все бюджеты администрации президента, фондов, которые с этим связаны. И поэтому, если мы еще и будем врать, то нам ничего не получится. У нас не будет козырей никаких против нее. Поэтому остается правда, и я с таким подходом к этому отношусь. Мне казалось, что просто контрпропаганда — это же тоже там в некоторой степени манипуляция чувствами, манипуляция эмоциями людьми. Или нет? В известном смысле да, но я пока еще не могу сказать, что я полностью перешел на сторону активизма. Я пока все равно нахожусь в какой-то журналистской орбите, я ее переживаю. Может быть, что-то поменяется, но у меня остается еще какой-то стандарт, да, который я усвоил так или иначе. Я не могу сказать, что я работаю как Киселев наоборот. Что-то такое нет. Илюха Шипелин ушел заниматься, как он сам сказал, контрпропагандой. А контрпропаганда — это разве не тоже пропаганда? Ну, для меня тоже. Ну, просто мне кажется, что я и не уверена, что это эффективная мера, если уж продуктивно, да, как-то обсуждать это. Во-первых, я бы так не смогла. Я для себя такой метод не принимаю. Мне кажется, что это уже не журналистика 100%. Да, и у меня этот спор еще был там про нефту. Угу. Я помню, ко мне выходил в эфир Роман Протасевич. Еще до тюрьмы. Конечно. До посадки самолета. Посадки самолета, да. И я ему говорила, что вы понимаете, что вы то же самое, что БелТВ, только наоборот. Ну, это выглядит отвратительно, и как бы я на фоне... Я сейчас конкретно про нефту, да, не про то, что делает Илюха.
Он сказал, что то же самое мне сказал про контрпропаганду. При этом я там общалась с людьми, условно, в Беларуси, которые выходили на протесты, там какие-то мои знакомые. Это вообще не выборка, и это вообще не статистика, но они мне говорили, мы отписались. Ну, потому что невозможно. Вот это вот крыса загнана в угол. Лукашенко уйдет через 2 дня. Ну, то есть ты это читаешь, он не уйдет через 2 дня. И понятное дело, что людей это раздражать начало в какой-то момент. Ну, по крайней мере, там из тех, с кем я общалась. И они отписывались. И я тоже, я не подписана сейчас, например, на Нехту. Потому что, ну, то есть, потому что на фоне эмоций вот этих вот, которые ты разгоняешь, там вперемешку начали появляться и фейки тоже. Просто потому что ты относишься к этому уже не как к журналистике, да, а как именно к контрпропаганде, в которой тоже многие методы хороши. Поэтому я для себя... Я не хочу... Я не говорю, что это там плохо для кого-то. Это личный выбор каждого. Ну, то есть как бы такие сегменты тоже должны быть. И они существуют. Ну, то есть как бы Нехта выполнял там определенную роль какую-то, да, тогда. И я понимала, что просто это не журналистика. Это просто не то, чем я хочу заниматься. Я не хочу сравнивать то, что делает Илья с Нехтой. Я считаю, что это абсолютно, понятное дело, разные вещи. Вот, но как бы он сам говорит, что это контрпропаганда. И, ну, не мое. На что ты живешь? У меня есть подушка, была подушка, плюс зарплата. На «Дожде»? Да. Какая экономика у программы Fake News? Ну, это дождевская программа. То есть, несмотря на то, что она выходит на канале... Это дождевская стороннем? программа, это моя работа на телеканале «Дождь». На что ты живешь? Я получаю зарплату в популярной политике. Популярная политика собирает деньги краудфандингом, соответственно. Я делаю программу «Зомбоящик», пишу видеоколонки для нее. И я еще веду свои стримы. Скоро ко мне присоединится, на моем собственном YouTube-канале, скоро ко мне присоединится коллега с BBC Андрей Захаров, и мы будем делать с ним лучший YouTube после популярной политики. И, соответственно, я получаю какие-то донаты, которые мне помогают квартиру оплачивать, например, в Вильнюсе. А гранты? Гранта нет. Ну, Сорос? Вообще, я рассматриваю такую ситуацию даже, что, возможно, вот на этот проект я какой-то грант попрошу, но я не знаю еще. Вот, была забавная ситуация. Я переписывался с одним медиа-менеджером, который работал в путинской медиа-империи до недавних пор. С начала войны он ушел, и он ищет деньги на свой собственный проект, и он меня спрашивает, а как бы выйти на гранты? Я его спрашиваю, какие у тебя ограничения? Русские олигархи, Сорос и так далее. Какие вообще? То есть ты Сороса чураешься или нет? Он говорит, нет, не чураюсь. Ну, а как же там? Возможно, разрешение скреп и все такое. И мне этот медиа-менеджер, который долгие годы работал, говорит, ты разве 24 февраля не понял, что кое-какие скрепы, которые диктовало нам вот это государство, как раз имеет смысл разрушить для того, чтобы жизнь стала другой? На что ты живешь? На канал «Разговорный жанр». У нас там есть спонсорство. Супер спасибо. Становитесь спонсорами. Поддерживайте нас через криптокошельки. А реально приходят? Ну да, мы сейчас на это поднимаемся. И на мой канал Пикули, с которого все началось. На нем я тоже зарабатываю. И вот сейчас будем в следующем месяце делать комедийный тур. Смотри, у тебя на канале Пикули там большинство видосов — это несколько сотен тысяч просмотров. Монетизация даже от нескольких сотен тысяч, она позволяет нормально жить. Я говорю, это все в совокупности. Разговорный жанр плюс мой канал. А вы делите поровну или в какой-то пропорции разговорный жанр? Поровну. Чтобы дружба не разрушилась. Спонсорство и там криптокошелек, они позволяют даже без рекламных интеграций небольшому продакшену в европейской, не самой дешевой стране нормально жить. Да, ну, не шиковать, типа, я не могу себе позволить уборщицу и водителя, но вполне, учитывая, что мы еще пытаемся придумать, чем бы они подрабатывать вдвоем на это существуем. Я думал, что вот сейчас мы уезжаем из другой страны, в России там отключают там и монетизацию, и вообще YouTube блочат, и не останется вообще зрителей, не останется людей, которым нужна вот эта разрядка там и прочее.
оказалось, их дохренище русскоговорящих, на удивление, оказалось очень много по всем странам. Путин, это я не к тебе обращаюсь, не нужно в эти страны вторгаться. Просто слишком дофига. В любую страну приезжаешь, и там есть люди, которые тоже сидят и боятся, им нужно это видео, чтобы посмотреть и выдохнуть. Ты стала иноагентом раньше многих. Как ты это переживала? Это было 1 апреля. Спасибо, Минюст. Отличная шутка. Я сидела в Тбилиси, мы с другом смотрели фильм какой-то, и мне написал другой мой друг: ну, поздравляю. Я такая: в смысле? И он мне пересылает скриншот с сайта Минюста. И я такая: да ладно. Ну, то есть просто я забыла, если честно, с начала войны про опцию, что тебя могут признать иноагентом. То есть я вообще про это не думала, что они там сейчас расчехлят снова этот список, потому что это кажется таким бредом. Ну, то есть какие иноагенты? Ну, то есть серьезно? У нас война идет с Украиной, а вы тут расчехляете свой иноагентский список. И у меня было жуткое чувство несправедливости. Ну, то есть единственная мысль, которая у меня была в голове, что какие же вы черти. Я люблю свою страну намного больше, чем вы все вместе взятые. И это была единственная мысль. Я об этом думала день-два, по-моему. Ну, то есть мне прям было супер неприятно. Я еще не понимала, что делать, соблюдать, не соблюдать. Ну, то есть как бы потом решила соблюдать там по своим причинам. А потом случилась Буча, и как-то было не до иноагентства. Я перестала об этом думать вообще. Давай я попробую пооппонировать зрителями, например, тех программ, которые отсматриваешь по работе. А чем ты докажешь, что ты любишь свою страну? Ну, потому что я считаю, что когда ты любишь свою страну, ты хочешь не загонять ее в какие-то бессмысленные войны, да, ты критикуешь власти, потому что ты хочешь, чтобы твоя страна была лучше. И несмотря на то, что нам все эти годы, вот я 8 лет работаю на «Дожде», 8 лет власти делали все, чтобы «Дождь» не мог нормально работать. И мы все равно оставались в России, и оставались мы в России, потому что мы любим свою страну и хотим, чтобы она была лучше. Я никогда в своей жизни не хотела переезжать. И я сейчас не хочу находиться там ни здесь, в Латвии, ни в Грузии, ни в Америке, ни в Германии. Я хочу находиться в России. И я очень надеюсь, что это вернусь. С экрана телевизора, да, там Владимир Путин говорит, что вот, да, они просто уехали к своим хозяевам. Они мечтали все эти годы уехать, и вот, наконец-то, они уехали. С этим стоит спорить. Мне кажется, это бессмысленно немного. Ну, как бы, а что ему еще сказать? Ну вот, давай поспорим. Для кого-то не очевидно, для кого-то вы действительно уехали в мир. Окей, а что раньше не уехали? А зачем все это было? Ну, хорошо, ладно. А зачем я эти 8 лет сидела в России, чтобы что? Ну, то есть у меня не появилась дорогая... Окей, допустим, мои кураторы... было условие, мы тебе отваливаем бабки ежемесячно, чтобы ты там Россию, да, покрывала и разваливала изнутри, и при этом надо находиться в стране только. Прости, будет опасность, мы тебя вывезем джетом. Да, окей, допустим, да, такой аргумент. У меня нету ни дорогой недвиги какой-то, ни машины, ну, то есть ничего нет, в отличие от тех, кто внес меня в этот список. Понимаешь? Ну, то есть я готова им облегчить судьбу в целом, вот всем тем товарищам, которые принимают решения. Вот у них много иностранной недвижимости. Я считаю, что они должны ее отдать иностранным агентам. Так будет логичнее, согласись. Не, мне такая не нужна. Не нужна? Поскольку я тоже в этом батальоне. Да. Да нет, слушай, ну понятно, что это все шутки, но как бы это просто выглядит абсурдно. Ну, правда. Слушай, это как будто известно, но я как бы узнал это только готовясь к этому интервью. Дураки и дороги — это... Это не фраза Гоголя.
у России только две проблемы — дураки и дороги, да. Кажется, на концерте 92-го года об этом сказал Задорнов со сцены и приписал Гоголю. И, следовательно, вот Задорнову так поверили, и так хорошо из его уст она перелила Гоголь, что люди стали учителя в школах, знаешь, портреты Гоголя висят. У меня в школе, например, кажется, такой вот висел с цитатами людей, то есть там из Горького что-то было, из Толстого, и у Гоголя «Дураки и дороги», хотя это фраза Задорнова, но видишь в этом и магия человека, который... Он часто этим занимался, то есть он также бывшему пресс-секретарю Белого дома Джейн Псаки придумал цитату, в которую поверили СМИ российские, о том, что малазийский Боинг упал, потому что он тяжелее воздуха. Ну, это другой пример, но так или иначе, это был его прием, он вот придумывал какие-то афоризмы и приписывал их другим людям. Если бы была мирная жизнь, ты бы этим хотел заниматься? Ну да, исследованием всякой ерунды, конечно, да. И я надеюсь, что и буду заниматься, да, как люди с удовольствием чушью и брехней между собой обмениваются, как горизонтально это распространение глупости происходит, конечно. Меня больше всего эмоций вызывает Соловьев. Он такой прямо злодей из фильма категории Б 80-х, какого-нибудь дурацкого, типа, знаешь, этот в Street Fighter был этот генерал Байсон, как его звали, Бизон, не помню, который... Of course! Вот этот вот еблан, типа, какой-то дебил, просто гипертрофированный образ злодея, который в этой всегда фашистской форме в своих шоу. Я считаю, что нужно нацистов... Нацисты эти все! Да куда они там в Украине? Не будет больше Украины! Вот этот вот ебланище, который всем своим образом... Смотришь на него и думаешь, блядь, 0 людей могут тебе поверить и доверять твоим словам. А оказывается, кто-то верит. Про суперзвезд русской пропаганды принято говорить после 24 февраля особенно, что на их руках кровь. Как вы относитесь к этой формулировке? Вы согласны? Да, потому что исследование Дэвида Назигавы Дрота, который исследовал то, как люди убивали друг друга под влиянием радио «Тысячи холмов», как раз показывает, что пропагандисты напрямую подтолкнули людей к тому, чтобы взять в руки мотыгу и пойти убить соседа. Важнейший вопрос. Он возник у меня окончательно, когда я смотрел выступление Путина на Владивостокском форуме. Уже настал тот момент, когда Путин верит пропаганде, когда его представление о реальности, оно уже не на основе папочек, а вот буквально на основе того, что говорит Соловьев и его корефаны в телевизоре. Во-первых, давай скажем, что было на том форуме. Он общался с вице-премьером Новаком, который у нас отвечает за энергетику, и Новак сказал, что у нас сокращается добыча газа. И Путин говорит, как сокращается? Она же увеличивается. А это официальные данные, что у нас она действительно сокращается. И Путин спорит со своим же министром, он не верит официальным данным. До этого он также спорил с главой Калининградской области, когда про строительство, да, и Путин говорит, так, не сваливайте на специальную военную операцию, это здесь никакого отношения не имеет. Он сам начинает рассказывать о том, что Россия перешла к тенденции роста экономического, хотя у нас... как обещает Минфин, по крайней мере, об этом источники ведомостей пишут, и, скорее всего, это будет так. У нас будет секвестр бюджета в следующем году на 10% по незащищенным статьям. И он спорит с официальными данными уже, даже не с журналистами, которые приходят на конференции. Он вице-премьеру рассказывает, как в реальности дело обстоит. Он спорит с действительностью, как будто бы от того, что он произнесет, эта действительность изменится. И у него сложилось такое впечатление, потому что с помощью телевизора, с помощью средств пропаганды действительностью как будто бы можно управлять в стране. Влияет ли она на него? Ну вот смотри, Сергей Доренко, это бывший главный редактор радиостанции «Говорит Москва», он умер несколько лет назад перед смертью. Он давал мастер-класс, и он записывался, видимо, с прицелом, чтобы его не выкладывать в какое-то ближайшее время в интернет, но Доренко умер, его выложили. Он, собственно, ходок был на совещание к Алексею Громову, замглавы администрации президента вот, по классическим медиа. И вот со слов Громова, как я понимаю, Доренко говорил, что Путин смотрит две программы в тот момент, это 2019 год, кажется, Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева.
И это, наверное, много чего объясняет. И, возможно, у меня есть такое подозрение, что Путин начал больше программ смотреть. Он начал смотреть еще всякий трэш, типа «Время покажет» и «60 минут», судя по тому, как у него самомнение о стране, о тех ресурсах, военные, которые у него существуют, как оно у него увеличилось, раз он вляпался и нас всех утянул в эту авантюру. Вы же слушали речь Путина, когда он аннексировал новые области? Тогда, в 1991 году, Запад рассчитывал, что Россия от таких потрясений уже не оправится и дальше развалится сама по себе. Именно в алчности, в намерении сохранить свою ничем не ограниченную власть и есть подлинные причины той гибридной войны, которую коллективный Запад ведет против России. Сейчас, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, им нужно во что бы то ни стало сломать Россию. И разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы был родитель номер 1, номер 2, номер 3? Совсем спятили уже. Настал ли тот момент, когда Путин сам стал верить пропаганде, посеянной на территории России? Вы знаете, я думаю, что он как бы изначально ей верил. Он очень конспирологичен. Это, в принципе, свойство нашего старшего поколения российского. Такая устойчивая, нормальная вера в некоторого врага, который нас зомбирует, нас всех отравляет наркотиками, проводит над нами эксперименты, заставляет детей отказаться от семьи. Вот это все, что говорил Владимир Владимирович. Это, в принципе, стандартная вера конспирологическая, очень устойчивая, невероятно. И в этом смысле Владимир Владимирович типичный россиянин 60+. Да, конечно, я не хочу всех под одну гребенку как бы зачищать, это не очень хорошо, но в его выступлении нет ничего удивительного. Давайте немножко вот пойдем в историю. Когда Владимир Владимирович родился, в этот момент Советский Союз в 1952 году ожидало большое нашествие колорадских жуков. И официально было заявлено, что колорадские жуки у нас не просто так появились, а были засланы американскими самолетами. Это такая специальная диверсия, это американское биооружие. Одновременно у нас была Корейская война, где рассказывалось про биооружие, что с американских бомб сбрасывают американские бомбы, начиненные какими-то чудовищными насекомыми. Последующее расследование показало, что это были просто комары, у которых для фотографии оторвали крылышки. И прочее, прочее. То есть Владимир Владимирович растет, и вот это вот знание вокруг него о том, что существует биооружие, с помощью которых американцы нас как пытаются зомбировать, оно все время существует. Когда Владимир Владимирович студент, распространяется история про опасный борщевик, что его придумали американцы и специальным образом заслали на территорию России, чтобы как бы всех отравлять и так далее. То есть этих историй было необычайно много. И сотрудники КГБ и ФСБ, они в принципе были склонны к такому как бы конспирологическому мышлению. Это часть их корпоративного как бы менталитета. Это в принципе грустно, но это довольно это нормальный тип мышления. Получается, это его естественная среда обитания, а не то, что он насмотрелся. Естественная среда обитания. И если мы посмотрим на выступления Патрушева и других, они, в общем, все так говорят. И этот конспирологический стиль высказывания стал просто абсолютной нормой. Одна из самых удивительных вещей, которую знаешь про Машу Борзунову, одну из главных исследовательниц российской пропаганды и разоблачительницы фейков, что твой папа смотрит федеральный телек. Ты рассказывала об этом несколько раз. Что сейчас происходит? Он по-прежнему верит больше телеку, чем тебе? Я не из тех людей, кто... Ну, то есть после 24 февраля прям это много этого появилось, что мы больше с ним не общаемся. Он мне больше там ни мать, ни отец, ни сын, ни брат и так далее. Я считаю, что это как раз то, в том числе, чего и добивается пропаганда. Такого разрыва и эскалации между людьми, у которых даже очень близкие связи. И я не хочу и не собираюсь этому поддаваться. Я очень люблю свою семью. Да, есть сложности, но никого вычеркивать я не собираюсь и не буду.
Патрушев один из тех, кто говорит про теорию про золотой миллиард. Да. Давайте коротко для тех зрителей, кто, может быть, верит в эту теорию. Что это за теория и действительно ли она существует? Золотой миллиард – это теория, согласно которой некоторые враги, Запад или некоторая загадочная группировка на Западе, часто называют Билл Гейтса, собираются убить всех людей на Земле так или иначе и оставить только золотой миллиард, который будет счастливо жить на Земле. Этот золотой миллиард будет, естественно, создан как бы из жителей процветающего Запада. А Россия и все остальные страны – это тот каст. Их всех убьют, чтобы освободить территории для золотого миллиарда. Есть какие-то серьезные доказательства, что кто-то хочет сократить население до миллиарда? Нет, никаких доказательств этого нет. Это, конечно, все абсолютнейший фейк. Мы не можем говорить про статистику, но очевидно, что в России много людей поддерживают войну. Большинство, не большинство, мы не понимаем, потому что социология при таком режиме, она как бы не работает. Но людей, которые поддерживают войну, очень много. Если представить, что этот рубильник пропаганды когда-то выключится, когда пойдет режим, когда что-то произойдет с Россией, люди будут думать по-другому? Или вот все эти ужасные черты, которые стали проявляться в нас, они навсегда, и тут как бы не в пропаганде дело, а в нас самих. Я боюсь, что это долго еще должно выходить из человека. И не знаю, каким способом кто до этого дойдет, потому что вот страна, где мы находимся, она прошла через страшное поражение в 1945 году. Для того, чтобы понять... И то не все это поняли, кстати говоря, да, то есть много людей правых взглядов, они оставались и жили в этой стране и не были наказаны каким-то образом, вполне себе исповедовали эту идеологию и чувствовали расовое или национальное превосходство над остальным миром. Потому что их так воспитали. Привычка, вторая натура, в общем, с этим что-то сложно сделать. А вот, например, в 1918 году Германия не потерпела сокрушительное поражение. Оно было ужасное, оно с точки зрения экономики было кошмарным. Но при этом с фронта вернулся один бывший художник, который на фронте стал ефрейтором, а потом вот этой всей злости, которая в нем накопилась, ее хватило просто на мысль, которую он смог донести до большей части аудитории, что мы проиграли не потому, что мы ввязались в эту идиотскую войну, которая принесла только страдания, и никто ничего хорошего от нее не получил, и мы в том числе сами виноваты, потому что наши имперские амбиции, наше желание навалять кому-то по заднице, оно нас бросило вот в этот ужас. Ему хватило вот этого чувства для того, чтобы народу объяснить, что мы проиграли вот не из-за этого всего, а потому что были евреи и расхлябанная интеллигенция, которая нам помешала это сделать. И, к сожалению, если большинство граждан России не придут к выводу о том, что проблемы, которые начнутся и уже начались из-за этой войны, они произошли не потому, что это украинцы виноваты или какие-то люди, которые нам строили козни, а потому что мы сами не смогли договориться с окружающим миром, потому что мы не смогли умерить гордыню. Вот каким образом нужно пройти этот путь для того, чтобы понять, что важнее не ядерное оружие, которым мы всем можем угрожать, а возможность договориться миром. Вот тогда ничего не изменится. А вот это влияние пропаганды, оно, я думаю, к сожалению, на десятилетия еще будет у людей. Но, с другой стороны, есть хорошая новость. Как будто бы рубильник можно переключить и начать рассказывать завтра совершенно другое. И раз у людей такая короткая память, то они смогут поверить, не знаю, что ЛГБТ-марши — это прекрасно, что США — наши лучшие друзья. Но мне кажется, что это, во-первых, немножко такая иллюзорная вещь, все равно ресентимент, вот это чувство того, что нам нужно мстить кому-то за то, что нам не удалось быть величайшей империей, оно останется. В общем, это преодолевать будет очень сложно, да. Если когда-то все это закончится, если когда-то рубильник пропаганды будет выключен, можно ли рассчитывать, что вот эти вот темные стороны, которые в нас проявились за это время,
Ну, когда людям не проблема убивать соседей, когда матери зовут своих детей на войну или там называют их трусами, если они уехали от мобилизации за границу. Вот это прекратится или нет? Вы знаете, я провела такое микроисследование. Я спросила своих информантов времен ковида, когда они мне рассказывали про отравленные вакцины, про Билла Гейтса, который нами управляет. Я спустя несколько месяцев провела повторное интервью. И выяснилось, что они вообще не помнят, что мне рассказывали, и всячески от этого отказываются. То есть очень часто люди, находясь в ситуации стресса, в ситуации социальной катастрофы, они репостят информацию только чтобы репостить. Они принимают какое-то решение, но они плохо понимают, почему они его приняли. А когда человек немножко успокоился, он не может понять, как именно он принял решение. И это все вымывается. Поэтому с большой вероятностью я могу сказать, что люди, которые сейчас отправляют людей, своих сыновей в военкоматы или соглашаются принять повестку, потом через несколько месяцев, если, дай бог, они будут живы, они не смогут объяснить, почему они это сделали. Они просто не смогут объяснить. Так работают механизмы защиты. Ты был в отпуске в Грузии, началась война, и ты не возвращался в Россию. Да, так и есть. Как ты думаешь, когда ты сможешь вернуться в Россию? Я рассчитываю на срок до 7 лет. Почему? Потому что я думал, и это не страшное число, когда я могу находиться в эмиграции. Просто больше 7 лет мне эмоционально показалось, что это уже совсем отрыв какой-то от земли. Если думаешь про маленькие числа, тогда пройдет год, ничего не изменится, и ты разочаруешься в этом страшно, опустятся руки. А так поставишь себе 7 лет. За это время что-то наверняка произойдет, и что-то наладится. Но больше 7 лет — это упадническое ощущение, а 7 нормально, мне кажется. Как ты думаешь, когда ты вернешься в Россию? Стараюсь об этом не думать. Хочу первым рейсом в самое ближайшее время. Понимаю головой, что не получится. То есть меня вообще эмоционально, мне когда задают вопрос, где ты сейчас живешь, я зависаю на какое-то время, потому что я не знаю, что ответить. Потому что я там не считаю, что я здесь живу. В Москве я точно не живу сейчас. Но я не могу также сказать, что я живу в Риге. Ты допускаешь, что никогда больше не вернешься в Россию? Да. Как ты эту мысль встречаешь у себя в голове? Отгоняю от себя. Потому что смысл заниматься сейчас работой, проводить психотерапию со зрителем Ютуба, который, YouTube, в смысле, до сих пор не отключен в России, нужно для того, чтобы сохранить себе здоровье, зрителю здоровье и надежда, что все наладится. Если жить без этого ощущения, то можно сразу залазить в гроб. Мы так не хотим. Поэтому давай рассчитывать, что все будет в порядке, но не сейчас. Ты допускаешь, что никогда больше не вернешься в Россию? Да, я допускаю. Но это негативный сценарий. Я стараюсь их не рассматривать. Я живу позитивными сценариями. Думаю, что все будет хорошо. Допускаю. Да. О чем ты думаешь, когда эта мысль пробирается? Но это одна из самых тяжелых мыслей в моей жизни сейчас. Я об этом очень много думала, и я стараюсь просто об этом не думать, правда. Потому что в этот момент я оказываюсь в такой яме, и я саму себя закапываю этими мыслями. Я не могу об этом думать пока. Но я, во-первых, постоянно думаю, а может съездить, может ничего не будет. Я головой понимаю, что это супер тупая идея, и не надо рисковать. Но мысль, что я больше никогда не окажусь дома, я сразу оказываюсь в таком ступоре, я реально не могу ничего делать в этот момент. Но это очень тяжело.
Я хочу домой. Нет, я хочу вернуться. Я надеюсь на то, что я вернусь. Но я допускаю головой, конечно, я допускаю, что... В чем сила? В доброте. В чем сила? Сила в юморе. Сила в смехе. Смех разъебет зло. В чем сила? Наверное, как человек, который ведет программу Fake News, должна сказать в правде. Но в любви друг к другу и в солидарности какой-то. Я могу объяснить, как у меня появился этот ответ. Я, когда была в Беларуси в 2020 году, я увидела то, чего я никогда не видела в России. Реально. То, как люди любят друг друга. И это, блин, удивительная штука, очень банальная, да, но то, как они себя там оберегали, как они оберегали друг друга, как они любили друг друга, и как они затянули меня в это тоже, там всячески, меня это поразило. Хотя это какая-то супер банальная вещь. Ну, вообще, ну, в смысле, как бы, любить друг друга. Но, оказывается, это очень важно. И я просто иногда смотрю, что сейчас происходит даже на фоне войны, когда просто нам всем, в том числе, там, да, уничтожают жизнь, там, да, там, кто-то уезжает, кого-то сажают. Ну, то есть, и все равно, блин, все готовы друг друга перегрызть. И это прям меня... Я иногда просто закрываюсь и такая, блин, нет, все, сегодня день без соцсетей. Вот, поэтому я так, наверное, отвечу. Я вам так скажу, никакой войны России с Украиной никогда не будет, потому что любой человек, который на полном серьезе попытается осуществить такого рода акт, является преступником, притом я не могу себе представить, какого размера. В Украине живут братские нам абсолютно по духу, по крови, по общей истории люди, война с которыми является самым страшным преступлением, которое себе может только придумать. Не надо кричать «Севастополь наш», не надо кричать «Крым наш», надо просто сделать так, чтобы жизнь в нашей стране была настолько привлекательной, чтобы украинам, белорусам, молдаванам, армянам, грузинам всем захотелось жить с нами в мире и идти к нам. Потому что иначе мы все время говорим «А ну быстро к нам». А если нет, мы тебя сейчас в харю дадим. Быстро, кому сказал любить? Любить! Ну кто ж такого любить будет?